Всем привет, ребятки. Как у вас дела, рассказывайте. Так, по стандарту давайте опросик замутим. Поехали. Так, ну я смотрю, уже старт у некоторых хорошо удался. Ля, прикольно у него гоблин-убийца. У него огр есть. Огра почему-то не взял. Ну ладно. 2 гоблина-убийцы. О, хорош. Так, что мы тут видим по легендаркам? Неплохие пока что. Так, ну есть же злакиры, соответственно, кто-то будет 100% играть через Тинкера. Но это как бы, ну, понятно, да? Есть еще аптечка и мастерская. Есть вероятность, что здесь появятся инсектоиды. Хотя, на самом деле, исходя из того, что было на предыдущих турнирах, инсектоиды вряд ли здесь появятся. Но на самом деле, типа, почему бы нет? На самом деле, здесь еще и шаманы могут нарисоваться. Я надеюсь, хоть кто-то из них попробует шаманов собрать, хоть как-то. Потому что они как-то не любят ни шаманов собирать, ничего такого. Это вообще, на самом деле, очень странно. Хотя, как по мне, шаманы топ. У чувака 2 темных лорда, но он купил. Я думал, не купит по итогу. Но купил 2 темных лордов. В монетке он не хочет выходить. Хотя на самом деле, типа, поменяй БХ. Ну ладно. Все, он продал Марсов. Окей. Окей. Так, ребятки, нужен фидбэк ваш. Как слышно меня, как слышно игру и как качество картинки. Ля, какая у него прикольная акулка. Так, чел сразу 5-й уровень взял. Вот это интересно. БХ себе сделал. Что тут у нас? Но нежить по дефолту здесь не будет, как бы, 100%. Спасибо, Романио, спасибо за фидбэк. Так, я сразу хочу вас предупредить, но, наверное, я чуть-чуть попозже предупрежду всех. О, да не, ну не будет здесь нежить. Игра не для нежити, объективно говоря. Потому что здесь есть и шаманы, и инсектоиды могут нарисоваться, только если он вдруг спектру там какой-то вытащит. Если честно, всех этих типов я не знаю. Я предыдущие турниры не смотрел, потому что у меня не было возможности. Ну, скорее всего, будет 3 или 4 катки, в зависимости от того. Ну, короче, тут идет по очкам. То есть тут совершенно иная механика. Тут кто сколько наберет очков, соответственно, тот и выиграл. Там, по-моему, 48 очков надо, чтобы набрали, и все. Мишка ему уже пришел. Да ничего себе, ты там чел заряженный такой. Ля, как типу фартануло. И Мишка, и Рок. Не, ну это очень сильно. Если мы сейчас еще и яйцо придет, то это будет очень сильно. Не, ну фартануло так фартануло. Но тут есть Тинкер в 2 звезды, но у него шмот говно. Чисто дефолт моя игра. Чел сразу на лустрик пошел один. Хорошо. Давайте пока за 5-м уровнем посмотрим. Ребят, сразу говорю, если кому-то какой-то тип откровенно интересен, то, соответственно, пишем в чат, не стесняемся, я буду его посматривать почаще. Саня, ну вообще не похоже на Арчагу. Это очень неправильные шахматы. Инф. Тебе надо было, знаешь, посмотреть, как я Teamfight Tactics играю. Ну, из хорошего, это тут, что у него цемочка есть. То есть с маной проблем у него не будет. Он еще и мастку мастхевную закинул цемку. Сейчас цемка керри будет.
Марси. Блин, а я Марси в список-то не внес. Плохой опрос. Ну тут можно всего лишь 4 варианта, я так убийцы накинул. Хотя давайте не так, я сейчас этот опрос переделаю. Давайте, инсектоиды, шаманы, гоблины, инкеры и тому подобное. И Марси любой вариации. У меня, как обычно, начинается стрим, и у меня кошка просто начинает беса гнать какого-то. Просто начинает дверь дереть по полной программе. Давай, давай, спасибо тебе, Инф. Ты хоть бы рассказал, как у тебя дела, а то зашел, написал и вышел сразу. Ля, у меня аж кошка чихать начала. Правду говорю, значит? Опрос переделал, потому что, ну, без Марси, как бы, ну куда? Я уверен, что по-любому будет Марси. Так, ну я просто не могу себе открыть нормально, поэтому так сделаю. Хотя я могу чат побольше сейчас сделать. Сейчас сделаем чат побольше. О, так нормально. Так нормально. Есть у кого-то какие-то фавориты из этих участников? Сейчас зверь всех вшатает. Ну, если ему и дальше будет так хорошо идти, то да, он всех вшатает. Но сейчас 100% у него будет винстрик. Ну, может быть, когда Марси соберется, будет под эльфами, то вряд ли вшатает. Но сейчас у него откровенно очень сильный стол. Тут как бы гадалки не ходи. Но он без денег сидит. Но сейчас он пойдет в винстрик и будет нормально себя чувствовать. Эгиду апнул. А может тут будет Эгида? Ну, я думаю, Эгида 100% тут не будет. Хотя все может быть. Просто реликвии не под эгиду, понимаете? Так, чел проиграл раунд и такой решил сразу: я пойду в лустрик. По итогу несколько типов в лустрике. Тут непонятно, что собирать, зачем ему ВРки. Она же вообще такая... Так себе. Не, ну типа очень сильный стол. Типа так рано поприходило ему хорошо. Ему только, знаете, для самого комфорта не хватает антимага сюда еще. Как только антимаг придет, то все. Это тупо забей. Что-то китайцы не любят рыцарей собирать. Ну, контрить легко, откровенно говоря, этих рыцарей. На самом деле, предыдущие два турнира, которые были, то никто не собирал ни шаманов, ни инсектоидов. Это вообще очень странно было. Единственное, кто собрал инсектоидов, это Миралзи. Он написал в чат о том, что он типа смог собрать инсектоидов и просто развалил катку в легкую. Бэмс, винстрик забрал еще. Да. Ну, типа, очень хороший старт, объективно, очень. Но я думаю, здесь дефолтная будет Марси. И, скорее всего, кто-то все-таки будет играть через Тинкера, но пока непонятно кто. Скорее всего, он будет играть через Тинкера. По крайней мере, то, что я вижу у него по старту, он, скорее всего, будет играть через Тинкера. Он в уровень не идет, деньги копит, ждет Джезлкира. Салам, хорошего стрима. Привет, привет. Рыцарь через Энигму норм. Это что-то новая мета. Рыцарь через Энигму. Ну, сочувствую ему, конечно. Предметы у него откровенного дерьма. Так, а что тебе сейчас за реликвия упала? Реликвия яиц, понял. Не, ну он может спокойно на зверях стартануть. Типа, если ему друиды будет дальше идти, то он может прям легко идти на зверях. Сейчас Мишку еще в 2 звезды может сделать спокойно.
Мастерская бума. Так, есть несколько аптечек, окей. Это что, никому уже Залкира не упал? Да бред какой-то. Прикол. Интересно, будет ли он напать Мишку дальше? Я вообще, ну, я думаю, на зверях все-таки стартанет. Он потому что может на жестком темпе прям идти и спамить всем по очень много в лицо. Он уже фуриончик ему пришел. Но он в уровень, наверное, идет, да? Он не будет ролить. Да, он в уровень пошел. Но это странно, то, что он в уровень пошел, конечно. Хотя, ладно. Стол у него знатный. Так, если есть у кого желание кого-то конкретного смотреть, то пишем чат. Договорились? Потому что на самом деле на старте я пока не знаю, что даже комментировать особо. Зверя не указал в вопросе, но это феномен, понимаешь? И всего лишь я могу там 4 варианта написать. Топ-1 саммита, глянь. А кто? Кто топ-1 саммита? А, вот этого типочка давай. Ну я на нем сейчас и смотрю. У него есть выбор реликвий, но он не спешит. Он, кстати, хочет, походу, рыцарей собрать. Но это не точно. 7 халявных роллов у него есть. Сларка не хочешь продать? Может, Сларка продашь? Понял. А, тут уже Мишка в 2 звезды. Через яйца. Силен, силен. На самом деле, если ему сейчас еще один Мишка придет, а потом придут Некра, то забей. Рок войны ему упал. Можно посмотреть, что он там сраливал? Прикиньте, ему 2 раза рок войны упал. Фартовый, фартовый. Не спорю. Так, тут темный лорд. Не понимаю, он ролиться хочет или что? Каков твой план? Вообще не понимаю пока. Реликвию яиц взял. Тут чел. Ага. На самом деле он винстрик сейчас проиграет. Ну. Если он проиграет ему винстрик, это будет самое обидное. А он ему ну да, он проиграл винстрик. Ну что ж. Это было очевидно, у него слишком сильный стол. Не дай бог ему Некра упадут с первого раза. И не дай бог ему упадет еще и рефрешер сверху. Это ж жесть будет. Он же им лицо будет отрывать, дай бог каждому. Две аптечки. Дефолт Марси. Ну тут реально, исходя из того, что я вижу, скорее всего будет зверь. Вряд ли что-то либо другое. Ах ты ж кунка! Как у меня горит на этого кунку, ребята. Не передать словами, насколько сильно у меня горит на этого кунку. Как же я старался и пытался его записывать. Жесть. Ладно, рассказывайте, как у вас дела. Что это за кофе такое? Смотрите, смотрите. Есть гарантия, что здесь будет инсектоид?
Изи собрать кунку, здорово. Изи? Для меня это не изи. Для меня это лютые страдания были. У меня очень плохие отношения с кункой. Не знаю, он меня не любит. Кстати, медальон бы я на его месте отдал бы лучше в Мишку. Объективно, потому что этот медальон будет защищать от того, чтобы его под контроль Мишку брали. А, ну, пеньки не настолько импактовые. Ух ты, интересно. Антимаг. О, антимаг это проблема. У инсека есть инсек шмот? Сейчас глянем. Ну, есть возможность, что у него будет инсектоид все-таки. У него там... Манго сейчас реализуется. Сейчас какой-то никнейм. Боже. Тяжело так читать эти ники. Так, вот это за королючка и вот это за королючка. Вот он. Но он ищет инсектоида шмотку. На самом деле он поспешил шмотку искать инсектоида. Ему надо было подождать 20-й раунд, потому что там была мастерская бума. Он все равно играет через это манго. Он, кстати, не покупает Скорпиона почему-то. Продай вот это вот лишнее. Купи Скорпиона. И антимага купи. Чел уже на 4 зверях. Антимаг тоже есть. Тут антимаг в 2 звезды. Прикиньте. Трехзвездочный Сларк и антимаг в 2 звезды. Но теперь есть все шансы, что он его выиграет сейчас. И заберет его винстрик. Если бы антимага в 2 звезды не было, я бы сказал, что вряд ли он его выиграет. Но так как есть антимаг в 2 звезды и есть Сларк уже, есть огромная вероятность, что он ему сейчас собьет винстрик. А тут чел играет через цвет, что интересно. А он, походу, через цвет будет играть, прикиньте. Вот это не дефолт. Вот это прям не дефолт. Так, ну тут инсек. Но на самом деле он как-то странно на инсеках играет. Ну ладно. Хозяин барин, поэтому кто я такой, чтобы это осуждать, правильно? Так, а ну битва. Битва за винстрик. Заберет или нет? Да. Ну антимаг не имба, ребят. Ну просто не имба антимаг. Вы просто посмотрите. Одна падла двухзвездочная зарешала весь итог. Просто один взрыв, пол его стола снесла. Ну не имба, не имба, 100% не имба. Нерфить его не надо. Ну уже как... Понимаете, в чем абсурд? Уже прошло сколько? Ну больше года. Чилы на разрабах такие, ну мы не будем его нерфить. Зачем? Просто. Как его занерфить? Поставьте гребаное КД на его активке. Все. Такой бред. Что там мой родненький инсектоид? Уже минерчика нашел, да? Да. Не, ну это будет жестко. Если у него получится реализовать минера, то поверьте, это будет разрыв. Это будет разрыв. На самом деле ему нужно только найти сейчас мать насекомая и шмотку Киры. Все. Привет, Гвард. Отлично, все. Как сам. Тоже неплохо потихонечку. Единственный минус то, что у меня что-то горло немножко болит. И мне это не нравится. Так, манго. Сколько манго восстановит? Ну-ка, ну-ка. Давай, юзай. Я наблюдаю. Или не будешь юзать? Ну? Ну уже пора, давай. Ну, время юзнуть манго. 4 опыта, 4 монетки, норм. Даже в доте антимаг не такой зверь, как тут. Согласен. В доте антимаг это там хрень, которая работает против узких людей. Ну тут он реально слишком жесткий в этой игре, этот антимаг. Но нерфить его не будут, естественно. Тут зверь, кстати, собирается, и удивительно. Через полуорков, я так понимаю, хочет собраться. Но меня больше интересует все-таки инсектоид. Хочу посмотреть, как он его реализует. Минерчики есть. Так, инсектоид. Единственный минус... О, прикиньте, со второго раза нашел, мать насекомая. Со второго раза. Охренеть. Если он сейчас еще и с первого раза найдет
Камень Киры. Скорее всего, это будет GG. У него уже 9-й, он, в принципе, может спокойно ролиться. Что он и делает. Паучиху закинул. Ну, в принципе, норм. МПС-ка. У кого МПС-ка? У чела на зверях здесь есть МПС-ка. Это очень хорошо. Тайдуха есть. Надо брать. Надо брать Тайдуху. Бери Тайдуху, но это надо. Это контроль, это станчик. Берет. Отлично. Свен. Свена не раскрыл. Бабки не получил. Спешит, спешит. Волнуется, походу. Потому что хп мало уже осталось. Варлок. Ля, типы находят легендарки, боже. Еще и с некрами, кстати, Варлок. Но без рога войны. Ему рог войны нужен очень сильно. Ну, нормально так он под зверьми его разорвал. Очень непонятный стол у него. Решил полностью сролиться. Темные лорды ему идут, что не в себя. Так, Разоров 3 звезды, договорились. Чё, посох 3-го тира тебе нужен? Но ты големов, скорее всего, не заберешь. Тут Гритер. Окей, шоу звери у нас. Звери с антимагом. Мастерская бума упала, отлично. Двойные мобы у чувачка на Гритерах. Инсек. Ну-ка, ну-ка. Ну, инсек сейчас пока что слабоват. У него мало дубликатов. Если бы у него было побольше дубликатов, он бы на инсеках прям разрывал. Кстати, чел на 5 драконах. Сейчас минка и в могилу. Ну, это судьба магов такая. Магов контрит все, кому не лень. Магов на самом деле очень легко контрить. Так, ну он уже покупает Киру. Паучиха у него потихонечку растет. О, Варлок. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. О, серьезно? Обалдеть. Нормально ему пришел горный борщ. Нормально, вопросов не имею. Привет, Андрей, привет. Так, ну тут этот, скажите, Гритер заберет сейчас мага. Ну, очень слабый маг. Это чисто моя жиза, отвечаю. Вот этот тут парень, который играет на драконах, это чисто моя жиза. Только у меня еще кунки не будет сверху. 9 магов. Ну, короче, я считаю, что маг уже в помойке. Зверей до хренища. Вы просто посмотрите. Раз, два, три, 4 зверя. Ну, кстати, у зверей есть огромнейший шанс затащить эту игру. Сейчас просмотрим их. Раунд начнется новый, посмотрим их. Цветочек, точнее, МПС-ка есть хорошая. Так, смотрим. Хороший зверь. МПС-ка будет 2 звезды, поставят маленькую цветку, у него будет лютая МПС-ка. Скорее всего, он будет МПС-ку керри делать. Здесь играет чел через Варлока, но ему предмета 1-го тира не хватает вот этого. Тогда големы прям нормально разрывать будут. А так сейчас их маг просто может стереть в порошок. Опа, опа! Мажоры в чате! Здорово, здорово. Ты, наверное, не успел посмотреть Беннисон ролик, да, который выложил? Я решил вчера просто лечь поспать пораньше, чтобы проснуться к турниру, потому что у меня был первый выходной после работы. И поэтому я сегодня поздновато выложил ролик. Я вот проснулся в 10 утра, сразу поставил на рендер, пока оно там срендерилось на 2К. Пока обработалось на ютубе. Ну, Гритер, кстати, пока очень хорошо живет. Но на самом деле, если бы у него не было антимага такого раннего в 2 звезды, он бы так хорошо не жил. Его бы просто смели подчистую. А так он просто живет из-за того, что у него антимаг ранний пришел.
Но зверь хорош сейчас. Ему надо найти рок войны. Для идеальной прям статы ему нужно найти рок войны, потому что, ну, големы живут 10 секунд. Что такое 10 секунд на големах? Это полная шляпа. А вот когда они будут уже 20 секунд жить, это уже будет хорошо. Плюс у них урон неплохой, плюс под зверьми. Типа, скорость атаки 2-0. Это ж вообще бред. А так хотя бы будет 1-0. Раз в секунду хоть будет долбить. Безоружь неплохо. Световая сфера неплохо. Но если он будет играть через суммоны, то, скорее всего, ему нужно найти будет бусы. Но он на что взял щит хранителя, окей. Тут Тайдуха. Ну, Тайдуха неплохо. Это много контроля. Это очень хорошо. Он, кстати, будет через 6 богов играть. Но тут есть Гритер, который его просто разорвет. Где метовая Марсия? Ничего не шарит. Ну, тут, понимаешь, тут смотри, какие легендарки, во-первых. Изначально были вот эти вот 5 легендарок открытых. И реликвии, смотри, какие. То есть, в принципе, здесь можно было бы реализовать Марси. Но тут много кто взял аптечку, кто взял кабанчиков. Ну, такое. Чел на 6 богах, это, конечно, красавчик. Но я уверен, что его снесут. Ну, тут, если бы не Гритер, я бы сказал 100%, чтобы он может здесь даже топ-1 занять. Но тут нужен был бы ему Аганим. Ну, магу шляпа он вылетит. Тут дизраптор через шаманов. Еще и горный вождь. Очень хороший стол. Но денег нет, ничего нет. Тут есть столы помощнее. Еще и посох третьего тира типочек нашел. С мифриловым доспехом. Хорош, хорош. 26-й раунд он обезьяну в 3 звезды нашел. Серьезно? 26-й раунд он нашел обезьяну в 3 звезды. Как? Как ты это сделал? Кому ты душу продал, чтобы его собрать так? Серьезно? Ребята, а ну-ка в чате напишите, кто так часто собирал себе обезьяну в 3 звезды? Покажи инсектоида, плиз. Ну, инсект грустный, очень грустный. Дубликатов у него мало. Очень мало дубликатов. По сути, у него 1 дубликат. 2 дубликат. И на этом мы закончили. Очень слабый стол у инсека, не шарит, походу. Ему надо поменять немножко, и тогда будет все хорошо. Но ему еще найти комментиры нужно. Алхимика он уже нашел. Ну, антимага поставил, красавчик. Так у него есть варлок. Почему ты варлока не поставишь как дубликата дополнительного? Ну, тут понимаете, в чем минус сейчас? Тут есть обезьяна в 3 звезды. Обезьяна очень любит фармить инсектоидов. Она просто будет вечную палку заряжать на этого инсека. Ну, такой инсект, конечно. Не, еще не успел, только до телефона добрался. Между работой есть 20 минут, решил на стримчанский заскочить. Но это хорошо, хорошо. Спасибо, что зашел и смог уделить время. Надеюсь, тебе каточка понравится. Я там сказал, что я в конце жду от тебя комментарий под ролик. Принимаешь ты или не принимаешь? Понравится тебе или не понравится? Так, ну все. Гритер потерял винстрик. Давайте сейчас посмотрим, кто его снес. Так, вот такая вот закорлючка. Отчет о боях. Так, его какой-то Дзай снес. Бой с Дзай. А, прикольно. А как он его снес? Что-то я не вкурила. Как он его снес? Ну, кстати, походу я в магии, ну, интересно. Но сейчас его должен инсек вынести. 100% должен... Не, ну как я сказал, инсектоид какую-то шляпу творит. Очень слабый инсек. Походу не шарит, как играть на инсеках. Да, инсек, похоже, Андрей. А почему ты так удивляешься заходу фигур? Это же азиаты. У них только такие заходы. Ну, блин, но все равно, понимаешь, ну... Блин, как тебе бы это сказать?
Я удивляюсь, потому что до этого я потратил 2 дня для того, чтобы собрать кунку. И показать вам кунку под 6 богами, то есть сегодняшний ролик. 2 дня я потратил для того, чтобы реализовать эту кунгу. Я что не делал? У меня была катка, где я взял 11 уровень, просидел в нем 10 плюс раундов, у меня была реликвия яиц, мне пришло 2 кунки на 11 уровне. 2 кунки! 2! На 11 уровне 36% шанс на фиолки. О, аганчик через антимага. Интересно, интересно. Не имба, не имба. Ну, тут сейчас мобики без маны, но сейчас как только к мане доберется, то забей. А, не доберется уже, все, забейте. Минус антимаг. Как же они его заспамили, вы просто посмотрите. Змеиное логово. Не, один взрыв, один взрыв. Но 80% у змейки сопротивления магического, это тебе не шутки. Ему нужен всего лишь один предмет. Это камень Киры. И все. И дальше делать будет, что хочет. Только в зависимости от того, какую он легендарку туда запихнет. В идеале, конечно, наверное, минера туда запихнуть, чтобы было очень много физического урона. Но это уже такое. Немножко полуорков. Ну, тут обезьяна с камнем Киры. Очень сильно. Скилла просто не хватает. Да ну капец. Я бы понимаю, ну, понимаете? Я бы так сильно не удивлялся заходу такому фигуру. Но если бы я не потратил почти 2 дня. Я сыграл, наверное, каток 20 для того, чтобы кунку собрать. У меня такие игры были. Обалденные игры были. Но я потратил почти 2 дня. Каток 20 на этого гребаного кунку. Я уже молчу про банши, понимаете? Я банши пытался записать по челленджу. И с банши у меня совершенно другие отношения были. У меня была игра, где я вытащил 2 никсов, 3 звезды, 2 личей и ни одной банши. Это такой бред. У меня на столе было 2 никса и 2 лича в 3 звезды. Я потом такой думаю, ну мне пришел еще один мишка. Давай-ка я попробую его переработать, вдруг банши придет. Продаю никса, ставлю банши. Опять никс вылез. Это трындец был. Обезьяна тут топ-1 займет, но против Гритера может занять не топ-1. Против Гритера ему будет сложно. У него нет очищающей сферы, поэтому против Гритера ему будет очень сложно. Если бы он мог выключить синергию Гритера, тогда было бы окей. Почему так говорю? Потому что есть тут Сларк, который будет ему высасывать всю скорость атаки, плюс у него маска 5-го тира. Да, ему бы Кирасу, и было бы вообще шикарно. Но у него нет брони. А соответственно, это минус 80 физического сопротивления. 80% физического сопротивления. То есть там у чувака, вот этого Сларка, будет минус 60 физического сопротивления. Смотрите сейчас, как ему урод будут отрывать. Сейчас настакает только. Ну вот, то, о чем я говорил, что обезьяна сейчас урон, скорость атаки не будет. Сейчас только обезьяна к нему допрыгнет. Все, все. 6-0 скорость атаки, здорово. И объективно, этому зверю бы поставить гритеров. Если чел на гритерах займет топ-1, у меня челюсть отвиснет. Челу надо сделать обезьяну и перестроиться в гритеров, и он его разорвет. Ля, как ему не везет, вы просто смотрите. Сколько ты сролил, дорогой? Блин, непонятно, ну не видно, короче, багуется. Вот это вот сроливание не показывает. Но инсек, я всегда говорил, инсек должен страдать. Все, кто играет на инсеках, должны страдать. Вот страдание, вот, чтоб тебе не пришел никогда в жизни. О, хорош, хорош. Но тут довольно-таки сильно, но и одновременно слабо. Против Гритера слабо. Им нужна очищающая сфера, чтобы этого Гритера снести. Но тут из плюсов есть Кираса. То есть, по сути, вот этот вот чел, он может спокойно перестроиться в воинов и разнести этого Сларка. Плюс еще и Сайленс от Шамана Лавы. Вот видите, не хватает, не хватает. Плюс еще и антимаг присасывается.
Да. Обидно. Ну ладно, остался воин на обезьяне против Сларка. Боже, как они ему дали выиграть игру на такой... О, прикиньте. Они ему дали выиграть игру. Серьезно, они ему подарили игру. О, перчатку наролил. Вот это вот мощно. Вот это чисто я. Ребят, чья это жиза? Ищешь Кираса, тебе падает перчатка. Кирасу взял, хорошо. Чел, перестройся в гритеров. Ну получше ж тебе будет. У тебя обезьяны получают минус миллиард скорости атаки. Ну ты же его не сможешь снести. И поставь обезьяну в середине, чтобы палка по четверым переначала. Ну, по пятерым, можно сказать. Ну вот, просто 6-0 скорость атаки. А он его снес! Кираса зарешала. Поменяй расстановку, сделай чуть-чуть... Ну, раскидай всех в стороны, но обезьяна, чтобы палку свою не стакала. Можешь даже Сларка напротив обезьяны поставить. Выкачай ему скорость атаки. У тебя же гритер, тебе насрать на него. Очищающей сферы у него нет. Просто ставь Сларка напротив этой обезьяны, раскидай всех по столу. И ты должен его снести в легкую. Да, Кирасы нету, да, будет больно. Но пока там будут твои разбивать этого обезьяну, то и разберутся со всем остальным. Ну-ка, ну-ка. Ну, откровенно честно, ему не повезло с предметом 5-го тира. Ему нужна Кираса под такого Сларка. И сейчас бы ему, если он доживет до 35-го раунда, ему нужно идти БФ. С БФом он... А, все. Все, забей. Бэмс, 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 бэмс. Да. Не дай бог очищающую сферу найдет на обезьяне. Ему шторба будет. Он ему за все... Понимаете, он ему за все отомстит, эта обезьяна, если найдет очищающую сферу. Сларку надо сейчас здесь найти БФ и найти Кирасу. Все. Ну, если упадет еще Дезоль, будет приятный бонус. Кираса просто даст очень много выживаемости, плюс скорость атаки, плюс броню. Сларк очень худой. У него 5 брони всего лишь. То есть у него здесь минус 60% физического сопротивления. Там X очень много урона. Тут... О, кстати, двойные мобы. А у него нет двойных... Он двойных мобов оставил на 30-35 раунд. Красавчик. Ля, хрень упала ему. Ну, в принципе, взгляд Азеса можно оставить. Взгляд Азеса можно оставить. В луну закидывай. Минус миллиард скорости атаки будет по всем. БФ, БФ, БФ. БФ, БФ, БФ. Что у тебя тут? Ой, ему же шляпа упала. Бери БФ. Друг, бери БФ. Бери БФ, весь спам зачистишь. Кираса, отлично. БФ. А тут БФ. Теперь БФ. БФ бери. БФ бери. А, пу, это не... Я перепутал. Не, ну, в принципе, клинок тени неплохо. Но БФ был бы получше. Да, он по нему попадать как бы не будет. Когда будет предмет активироваться. Это 80% уклонения будет. Ну не 80, а там будет 70 где-то. Но он его в любом случае выиграл, потому что у чувака нет очищающей сферы. Не, типа... Блин, я бы на его месте БФ взял.
Он плотный, минус броня на него не работает, у него 55% физического сопротивления, а БФ ему даст нереально много урона. У Сларка, ну извини меня, 280 урона всего лишь. Ставишь себе спокойно БФ, все такое разваливаешь. Что ты ищешь? Еще один некра. А чё тебе Мишка до сих пор 2 звезды? Не фартит? Да, как, ну, да, ладно. Ну, Сларка хорошие предметы. Оп, башер с первой тычки. Оп, второй башер. Давай, третий башер. Третий башер. Четвертый. Пятый. Шестой. Хорош, хорош. Фартануло ему отлично на башеры. А вот с БФом, кстати, он был вот этот весь спам, который здесь был, он его быстрее бы зачистил, чем с клинком тени. Не знаю, я считаю, что клинок тени это шляпа в этой игре была. Не верю. О, Мишка наконец-то в 3 звезды. Обезьяну он смог собрать в 3 звезды, Мишку не успел. Да, всех кучно. Зачем ему полуорки? Выкинь полуорков, поставь горн какой-то. Пусть горн пытаются бить. Хоть горн агрить не будет, но это плюс дополнительный юнит, которого надо пытаться как-то забрать. Сомнительно, но окей. Да. Беда. Последний раунд. Ну ладно, топ-2 он занял. Может, в следующей игре отыграется. Алмаз, а я ответил по поводу камня Киры, или я пропустил это мимо ушей? Я в своей голове ответил, а сам не озвучил. Две импресски поставил. Помянем. Да елки-палки, еще и 40-й раунд. Если обезьяна найдет очищающую сферу, скорее всего, он выиграет. Это будет самый обидный проигрыш. Ну, фартануло, конечно, на антимага ему знатно. Если бы не антимаг, он бы вряд ли бы зашел в топ-1. Даже в топ-3 бы вряд ли зашел. Антимаг ему сделал всю малину. Просто на 6-м уровне собрал его в 2 звезды. Вообще бы ему расстановку еще сделать адекватную, а не все в кучу кидать. Не упали ему. Не упала. А, зато тут очищающая сфера упала. Хорошо.
Импрессочка, здорово. Может мне кто-то объяснить логику в его полуорках? Тут на чей стол не посмотришь, так всем везет. Да ну, не то чтобы так, они ему просто реально дали все это сделать. Вот, допустим, условно собрался какой-то бы воин. Да, зверей бы он особо мог и не тащить. Но это бы Сларк, он сдох. Чел на обезьяне, ну, очень слабый. Тут забей. У него зачем-то стоят до сих пор полуорки, хотя их надо было уже выкинуть 10 раз. Я бы его на его месте пытался все-таки кирить обезьяну и поставил бы гритеров. Потому что Сларк бы не работал в гритера. На данный момент логики нет. Полуорки просто есть. Но это гений. Все. Хорош. Хорош. Ну, так. Вот эти вот три типа, можно сказать, что зашли в топ-3. Тот топ-1 на Сларке занял, но это ему подарили. Реально подарили. Так, сейчас, секундочку, отойду. Transform and roll out. You're gonna get axed. I rock. Let's 基语言在接下来48小时 I 内 rock 笼罩 for the 上天。 tundra. Killing spree. Happiness 和胜利，我都有预测到。 kid. Так, все и тут. Кто топ-1 занял? На ком? На Сларке. Против обезьянов 3 звезды. Killing spree. 海水清亮亮，茶香飘乎乎。 Ну, эпичный, конечно, эпичная только что каточка была. Так, тут очень хорошо у него предметы он не взял. А почему?
Хрени с второго тира. Ну, жетон пойдет. Талисман, точнее. Ну, клевер рольнул. Угу. Палочка Гарри Поттера, конечно, сомнительно, но пойдет, в принципе. Хороший у него старт. Мне уже нравится. Тут обезьяна стоит. Ой, обезьяна, панда. Ага. Звери собирает уже. Я вот все-таки до сих пор думаю, что вы скажете? Я думаю, все-таки чуваку стоило поставить гритеров и через обезьяну его просто вынести. У Сларка бы не хватило, скорее всего, урона по такой обезьяне. Еще бы он нашел там нормальные предметы на дамаг, там было бы четко. Чел просто в конце руки опустил, думаю, такой, да хрен с ним. Я, кстати, реликвии не посмотрел. Так, ну, леги оптимистичные. Реликвии хорошие. Аптечки нет. Но в целом хорошие реликвии, мне нравится. Тут можно и полуорков сделать через Кири и Гиду. И, соответственно, Омника поставить сверху. Можно на воинах вообще катнуть тут прекрасно. Единственное, что опасно будет, это Зевс. Просто ставишь 9 воинов, ставишь Омника, кайфуешь. I am the sword and shield of shaman, not the weak brother anymore. А тут, походу, и будет один на полуорках катать. Мне кажется, он будет на полуорках играть. Потому что предметы он взял под полуорков. А из первого тира медальон... Медальон. Найдешь медальон? Медальон. Медальон. Возьмет медальон. Взял медальон, будет на гиде катать. Обезьяна мусор. Не ответил насчет камня Киры. Трансляция лаганула. Через 10 минут удалось подключиться. Но если что, ты можешь зайти на Twitch. На Твиче есть тоже трансляция, если вдруг тебя лагает ютубчик. Тоже, ребят, кому на Твиче неудобно, если что, трансляция на ютубе. И кто может на Twitch, подпишитесь, пожалуйста. Да, я тоже думаю, что будут найты, воины. Мне кажется, все-таки Эгида 100% нарисуется, потому что реликвии под нее хорошие. Есть сумка, есть яйца, есть реликвия времени. Ну, то есть, хорошая реликвия. Не useless, но он почему-то... А зачем ты уровень взял? 100 push-ups, 100 Ладно. sit-ups, 100 squats and a 10 Тут, кстати, если что, может еще и Тинкер нарисоваться, потому что есть жезл Кира. Баф людей. О-о-о. О-о-о. Так, по поводу камня Киры. Куда ему нужно было закидывать камень Киры? Ему камень Киры нужно было бы закидывать в паучиху двухзвездочную. Потому что паучиха двухзвездочная, она по цене продажи за 6 монет, будет по итогу за 8 монет по цене продажи. А это, соответственно, 100% трехзвездочная легендарка с паучихи. Ставишь себе, соответственно, под алхимика паучих 2 штуки, да, первого уровня. В идеале, конечно, это чтобы у тебя была еще одна паучиха в 2 звезды и 2 паучихи в 1 звезду. И тогда у тебя алхимик хавает тут идет 3 паучихи, у тебя 3 легендарные фигуры в 3 звезды. А там уже на свой вкус и цвет делаешь. Что тебе нравится, то и ставишь по легендаркам. Ну, там в той игре, на самом деле, до того, как чел на Сларке нашел маску, он мог и дизраптора поставить, мог и горного вождя поставить. Но горный вождь, мне не особо горный вождь нравится. Да, у него много физического урона, да, область хорошая у него. Но не нравится он мне. В предыдущей игре либо Варлок, либо дизраптор. Я уже не помню, что там дальше за легендарки были. Тайт точно нет. Тут чел с людьми победит. Заметано. Антимаг. О как. О как. В легендарке должна быть мать насекомая. Да, да. Ну, в той фигуре, которую ты хочешь видеть в 3 звезды, то есть из легендарок. Кто именно? The abyss got its claws in me. I've been working a solid 8 hours a day. 3 square meals plus some snacks, that's it.
Only 3 Димочка, это не ты случаем Дима Аналитик, а? and the worst part, I Я, если честно, забыл. По-моему, у тебя там было еще... time, Я не помню. По-моему, ты, Дима. when I'm done, they make me hit the gym for an hour. А шапка камень в тех фигурах, которые перевоплощаются, да? Да. Ну, я что, кажется, тебе сказал. Это он? Понял. Димочка, где ты был на предыдущей трансляции? Димочка, я по тебе скучал. Честно. Я тебя ждал. Я так ждал тебя. Тебя все ждали, если что. Поэтому, Димочка, не пропускай трансляции, пожалуйста. Мы все тебя ждем. 为你预报，基于云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 Have you tried turning it off? Красавчик, Дима. Но в следующий раз трансляцию не пропускай. Мы тебя все ждали, серьезно говорю. Нас было 40 человек, мы все тебя ждали. Все спрашивали, где Дима. Конец сезона, король-зверь. Но Тор, не надо, не надо. Я вот сам несколько раз уже слетел с ферзя, потому что челленджи выполнял. Так, Алмаз, ты меня запутал, еще спрашиваешь, это тот, не тот? Хорош, Дима, хорош. Грац. У тебя осталось пару дней, если что, для того, чтобы апнуть ферзя, поэтому давай. Поднапряги булочки и ждем тебя в ферзях. Before I come down here, О, о, маги-драконы. Sinners, and offer your reverence Это будут маги-драконы, серьезно? to divine. Да неужели кто-то магов-драконов сделает? Ну, нежить 100% не нарисуется, как бы я там ни молил, никто нежить не соберет, потому что это реально очень сложно сыграть на нежити. Вот когда они пак мертвецов опустят в первый тир, тогда нежить может заиграть. Лята мучила стол. Это будут люди 12 уровень, Дима сказал. А на следующий сезон на кого переходишь по рейтингу? Ладья 7, по-моему, всех скидывают. Или ладья 9. Или... Короче, если ты взял ферзя, то ладья 9. Если же, по-моему, король 3, то это ладья 7. Не помню. Маги дракона имба, но против эгиды сложно. Но смотря какие драконы... Точнее, смотри, какой у тебя прокаст. Тут, по сути, смотри. Если чел возьмет себе Зевса... Вот просто смоделируем ситуацию. У чувака будет 5 драконов, и что он поставит себе? Зевс, Варлок, Минер, Горный Вождь, ну если Минер будет, естественно, Инвокер. Он эту гиду может разорвать в пух и прах. Потому что контроля будет миллиард, чел тупо из сайленса, из станов сайленса не выйдет. Охренеть! Смотрите, что он нашел. Что это за лобби скилловиков? Я сейчас не понял. Один в одной антимага находит себе двухзвездочного, второй пещерника находит. Тут, походу, чел на воинах будет играть. Походу, я ошибся. Хотя я и не говорил, по-моему, на чем он будет играть. Но чел, походу, будет на воинах здесь играть. Мне нравится орк-жрец за 2 звезды. Полуорки, кстати. Да, это полуорки будут чел играть. Интересно. Заблокировал орков, но на самом деле надо бы посмотреть, кого блокировать из второго тира. То есть у него есть сейчас вот эта вот монетка. 罩胜利者。 Ему надо было бы посмотреть, кого блокировать. А ну давайте посмотрим, кого мы можем заблокировать из второго тира, чтобы побольше было. Так, охотники. Вот, смотрите, 3 охотника. Плюс кучу лишних фигур убираешь. Ну, можно еще убийц, конечно, но в убийцах есть полуорг, поэтому нельзя. То есть, ханты топ, воинов не трогаем, потому что нам воины нужны. Ну, то есть, по сути, там надо только хантов блочить. Ты тогда очень много фигур блочишь. Так у него монетки. У него ж монетка на блок синергии. Ему бесплатно. Рыбалка, у него рыбалка. Не монетка, рыбалка, перепутал.
Типа, ему бы хантов заблокировать. Это было бы идеально. 细雨云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 Раз, два, три. 3 антимага. И чел, кстати, эльфов собирает. Вот эльф на Марсе нарисуется. Но минус Марсе в том, что если он не найдет Кирасу, тут против него воин есть. Эльфа? Так, эльфов же мало 3-го тира, если не ошибаюсь. Ну-ка. Так, эльфы. Ну, всего лишь 2 эльфа. Ну, из 3-го тира. Такое себе. Если он найдет раннюю Марси, то, в принципе, он воинов спокойно разберет. 3 звезды, имею в виду Марси. Что вообще за реликия у него? Хрень полнейшая. Чел жезл Кира нашел. Кстати, тоже гиду собирает. Тут 2 типа на эгиде. Интересно, интересно. Очень интересно. Но вот этот чел, походу, быстрее соберет эгиду, если в 3 звезды. А, 2-й тир. Фу, спасибо, спасибо. Я тупанул, 2-й тир. Я что-то за 3-й тир подумал. 4. А в хантах? А в хантах 1. Да, тут ты прав, прав. А, не прав, подожди. Да, прав. 4 эльфа. Ты прав. Надо было эльфов банить. Но тоже, понимаешь, он эльфов заблокирует, а ему нужен оттуда фуриончик. Ну, если, конечно, он хочет собрать через Энчу. Тут, походу, реально он будет на Марсе катать. Вот посмотрим на метовую Марсе. Но тут воин огромный. 2 антимага. Хорош. Ну, для того, чтобы Энчу быстро апнуть, экономно. Но это я же говорю, если захочет. Может, он просто сделает Энчу себе 3 раза в 2 звезды и просто апнет, и все. Да, можно Энчу. Ну, просто же говорю, это максимально дешево. Ну, в принципе, я же говорю, да, это не критично. Поэтому можно и без Фуриона. Можно просто найти себе какого-то друида. Либо же так ее собрать. Ну, так долго и дорого, а так быстренько ее в 2 звезды апаешь через остальных друидов, и все, и кайфуешь. 招呼呼，喝了茶要一起跳舞吗？ Я пока, если честно, не знаю, на кого смотреть, поэтому, если что, говорите, на кого смотреть. Тут все какие-то очень жесткие. Если антимагов 2 звезды найдет, это вообще будет жесть. Ну, пока неплохие шмотки. Единственное, что ему бы предмет 1-го тира на минус броню найти. Чтобы воина попроще пробивать. На самом деле, для того, чтобы на Марсе играть, нужно тупо найти Кирасу и маску 5-го тира. Потом тупо в гритеров перестроился и кайфуй сиди. 2 Марси. О, это Марси, кстати, будет посерьезнее. Очень хорошие предметы у этой Марси. Молнии, возврат, кабашер, минус броня, медальон, блинк. Очень хорошая Марси. Еще и Мишку нашел. Прикольная кунка. Еще и реликвия яиц есть. I am in a flower. Grasses and Так. trees are all my good friends. Маги, кстати, собираются. I am the Eggman. Все очень плохо у мага, я смотрю. Ой, как же ему плохо в кабанчике апнулись. Я тоже думаю, что воин займет топ-1. Хотя и гида уже с наследием. Но тут есть один из вариантов. Либо же это будет полуорки через эгиду, если чуваку и дальше будет хорошо идти. Жетон он может оставить, потому что если воины соберутся, на 50% больше урона будет наносить.
Но все зависит от того, насколько быстро он все-таки найдет эгиду. И если ему еще упадет призма и посох третьего тира, то это будет больно. Даже Марси развалит. Что-то ему не фартит на эгиду. Ну, тут, кстати, с плащом. Но еще предметы он не ролил, ждет, окей. Красивая, кстати, внешка на эгиду. Трехзвездочный Сларок. Сильно. Сильно. Эгиду не собрал, зато Сларака собрал. Ща. Я ж прохожусь по всем, хочу посмотреть, кто что тут собирает. 9 магов. Так, сейчас начнем снизу, потому что я вверх там смотрел. Воины. 40 жрецом, окей. Ну, тут эльфы дефолт, собирается Марси, окей. 9 магов. Посоха третьего тира нет, поэтому пока что у него все грустно. Тут полуорки потихонечку собираются, но пока что нет только гидов 2 звезды, но зато есть Сларок. Тут воины. Тут непонятно. То гида, то воины. Но я думаю, это тоже тут воины будут собираться, потому что воинов собирает. Чел на Марсе топ-1 занимает. Но Марси пока не идет нормально. Зато вот этому чуваку хорошо Марс идет. Скорее всего, он соберет ее в 3 звезды. А он ее и быстрее соберет. Ему Марси, видите, как идет? Очень хорошо Марси ему идет. 2 яйца есть, ему тупо одну Марси найти. И дальше он начнет камбэкать. Яйцо пришло. Продавай кого-нибудь. Хорош, хорош, все. Сейчас бы ему теперь реликвию двойных мобов. И тупо сидеть в хорошей экономике. И идти дальше в уровень. Гриттера про запас покупать. Двойных мобов берешь. И, ну, если упадет, естественно. На 30-м, если упадет ему пески времени, это вообще будет забей. Он столько денег получит, столько предметов получит. Но проблема тут в том, что скоро воин вылезет в 9 единиц. И без кирасы, без маски ему будет очень туго. Но он сейчас может хорошо в экономику сесть. Может и не вылетит. Зависит от воина. Если чел найдет здесь кирасу, то да, Марси будет хана. Ну непонятно, зверей вроде нету. Тут воины, воины, воины. Боги-полуорки. Тайт-инвокер. Зевс. Нормально тип нашел тут. Тут этот чел что-то вообще непонятное делает. Усика собирает, Марси покупает. То ли потерялся, какую он сборку хочет собрать, то ли хрен его знает. То 9 воинов собралось. Вот это уже плохо для Марси. Очень плохо для Марси. О, гида. С хорошими предметами, но без 4 богов. Но сейчас он пойдет в уровень, поставит себе 4 богов и будет кайфовать. Сейчас мало урона. Мало, очень мало урона. Девять магов, конечно, поддушивает. Но тут у чувака хорошо. Шарбезный есть. Ну тоже, он пока поддушивает эту эгиду из-за того, что он не поставил себе 4 бога и 4 морских еще. Поэтому посмотрим. Но тут уже и воин большой.
Еще не 9 воинов, но у него есть антимаг, есть инвокер. I hit you. Well, the familiar handsome face. My prince, is that Я не понимаю его стол. Пески времени, кстати, у чувака упали. Пока не активировал, ждет. Наверное, ждет. Хотя, что ты ждешь? Хочу на воина посмотреть. Ребят, кстати, 30 человек на стриме. Накидайте лайков, плиз. Души! Хорош, антимаг. Какие шмотки у Марси? Неплохие. Ну, у этой Марси неплохие шмотки. У второй Марси... Не очень шмотки. Этот воин вообще пахнет бедностью. Сролил все деньги и по итогу... Все печально. Ну, пока 9 магов не нашел себе посох 3-го тира, ему будет печально. Ему может урона жестко не хватать. Показалось на секундочку, что это Зевс, это горный вождь. Берсерка нашел кто-то? Горный вождь вижу. Омника вижу. Берсерка не вижу. На самом деле, если воин соберет себе 10 уровень, поставят омников 2 звезды, но у них денег нет, поэтому это все мечты. Воина плюс омник 2 звезды, это будет очень сильно. Welcome to the Marines. Так, Марси потихонечку возвращается. Вообще я хочу болеть за Эгиду, отвечаю. Давайте за Эгидой посмотрим. Челу не хватает Рубика для того, чтобы поставить себе 4 морских. Тогда ему будет попроще играть. Но тоже не факт, что он здесь что-то сможет сделать из-за того, что есть воин еще. Я за 9 магов болею. Ну, пахнет грустью 9 магов. I am inevitable? Объективно пахнет грустью. Но если сейчас он достанет посох 3-го тира, то пахнет грустью он не будет. А если Марси найдет Кирасу, то забей. Чуваку так жестко Рубик не идет или что? Не понимаю. Андрей 92, спасибо, что подписался на Twitch. Ха, Сларка закинул, кстати, посох 3-го тира. Чтобы гида не откисла. Ну давай, призму. Призму, либо наследие духа огня. Шар бездны неплохо, но у него есть как бы плащ-пальто. Я бы, наверное, не брал бы шар бездны, хотя можно и взять. Просто из рандома может ну, какая-то шляпа выпасть. Эгида на самом деле воинов изи убивает. Согласен. Но, если там воин будет с Кирасой и шаром бездны под омником, то изи не будет. Чувак без посоха 3-го тира очень печально ему. Once I was not О, Кираса. Но у него 9 воинов нету. То есть он играет через антимага. 9 воинов он не поставил. Но играет через антимага. Сильно. А ну-ка, шар бездны еще раз есть, то я пропустил. Шара бездны нету.
Ой, хорошая гида, но она в 2 звезды. Оу. Что? Зачем? Так взял бы Аганим себе тогда. Берсерка все равно у тебя нет. А с Аганимом у тебя хотя бы горный вождь бы их всех об пол бил. Маска 5-го тира есть в Марсе, но там Дум прилетел. Объясни, почему посох 3-го тира настолько имба? Ты за него постоянно говоришь. Без него не играбельно? Сколько урона теряется? До хрена урона теряется. В 3 раза. То есть смотри, у тебя было 800, станет 2400 с посохом настаканным. 会笼罩上 Weapon is, Ну как бы до хрена теряется, да? but my skill is. Берсерк, кстати, найден. 9 воинов с берсерком. Хорошо. Предметы более-менее хорошие на самом деле. Единственное, я молнии эти выкинул бы вторые. Вот тут воин хорош. Тут воин... Ну такой, мне не нравится тут воин. Тут хороша эгида по шмоткам, но печально все. Тут омник найден, хорошо. Марси. Марси с наследием духа огня. Марси заряженная... Ну вот у нее сейчас... Это кап силы ее. На текущий момент. С такими предметами, которые мы видим. Ну тут... У чувака Рубика не хватает. Он, кстати, покупает еще одну эгиду, чтобы тип не смог купить там. Этот посох 3-го тира топ-1 для всех прокастеров с магией. Он и Мьёльнир усиливает, если что. Ну, короче, все предметы, которые магу уроном бьют, и, соответственно, способности, он усиливает все. Как же ему не везет на Рубика, вы просто посмотрите. Челу надо идти уже в уровень и покупать себе Рубика. Ну и, соответственно, ему надо будет поставить всех полуорков. Ему уровень нужен. Тут без посоха 3-го тира типчик. Это печально. Вот этот тип хорош, но ему надо 10-й брать. А он антимага собирает. Он будет играть через антимага, а не через воинов по итогу. То самое чувство, когда у тебя антимаг тащит любую игру. Просто, какой бы ты бич-пакетник не был, просто антимаг тащит игру. Прикол в том, что чел, который играет на антимаге, у него сборка вообще говна. Ну просто посмотрите на секунду, что чел творит. У него 6 воинов, есть 2 антимага. И просто благодаря этому герою он тащит игру. Он не вылетает из-за этого, прикиньте. Настолько балансный герой, что он просто тащит ему игру, прикиньте. Насколько это бред. Берсерка. Ну, давай берсерка посмотрим. Так, тут не берсерк. Вот берсерк. Нормальная, да, тема? Да. Но в основном там антимаг. Горный вождь, ну такое. Ты сильно веришь в горного вождя? О, берсерк хорош. Душанул этого молодого горячего, а нечего только на одном антимаге играть. Вот привыкли, имбу пикнули и все, дальше не знаем, что с ней делать. Серьезно. Ты смотришь на него и потом думаешь такой, а нахрена тебе, как бы, ну, вот это вот. Что ты хочешь сделать, я не понимаю. Он хочет гритеров поставить. Сейчас, если ему реликвия яиц выпадет, он соберет себе антимагов 3 звезды и будет играть через гритеров, походу. Это то, что я, по крайней мере, вижу. Да, Марси выносит. Вопросов не имею.
Балансный герой тоже. Ну, не то, что балансный герой, а то, что разрабы так сделали. Если разрабы вернут нежить в пул, вот тогда уже Марси будет сложнее собрать. Я тоже думаю, что антимаг, если соберется в 3 звезды, он поставит себе гритеров и будет кайфовать. Но тут проблема. Тут есть гида, как он ее будет забирать. Ну, может и хватит урона с руки. Он пески времени не активировал почему-то. А что он ждет? Как думаете, игра до 40 раунда затянется? Мне кажется, игра до 40 раунда не затянется. 茶香飘乎乎，喝了茶要一起跳舞吗？ Кира... Охренеть! С первого раза Кираса выпала. Да как так-то? Обалдеть. Да чел, бери накидку вот эту, себе на уши ее наденешь. Он Ну, в принципе. Может, кстати, монетку взять, хпшку себе восстановит. Тут Энигма в 3 собралась, да? Мне показалось. Мне показалось, что Энигма в 3 собралась. Не знаю, может реально монетку, чтобы ему взять. 2 раза ее потом активирует, у нее будет, получается, 4 монетки, он может свою хп восстановить с помощью денег. Двойные мобы есть у мага. Блин, у мага вообще печаль. Ему посох 3-го тира нужен, а ему, походу, посох 3-го тира то ли не падает, то ли что. О, минусы гиды, видели? Трубка станула свою косу и по итогу 0 урона. Да. Все. Ну, то, о чем я говорил. Ну, боже. Я могу 1000 лет говорить по поводу антимага. Что его нужно балансить. Ну как же разрабам просто на него по... Дальше сами додумаете. Avada-kedavra. Гритеры, Омник, да и пофиг. Но тут есть очищающая сфера из плюсов. И тут есть полуорки. То есть, по сути, полуорк может еще этого антимага душануть попробовать. Но мне кажется, нет. Ну, тут должна сейчас Марси выносить, потому что у него и наследие Духа Огня. Ну да, еще и Дум в табло прилетел Разору, основному дамагеру. Бэмс, поехали на Марсе, давай, набиваем ему табло. Хорош. О, а вот воин хорош. Хороший, берсерк 2 звезды ему пришел. И предметы хорошие. Омника в комплект поставит и будет кайфовать. А у него стоит омник, его не заметил сразу. Стоит омник. Омников 2 звезды сделает, и все, забей. Его антимаг может не пробить. Только если антимаг найдет себе посох 3-го тира, антимаг может попробовать взорвать его. Но я думаю, что не успеет. Есть у меня такое малюсенькое подозрение, что не успеет. Марси тоже будет туго. Хотя очищающей сферы нету, может и не туго будет. А ну-ка, интересно. Как он будет взрывать? GBS Сакса. Спасибо за подписочку на Twitch. Мойша Мойшевич. Спасибо тебе за то, что тоже подписался на Twitch.
А ну-ка, ребята, вот давайте сейчас посмотрите на стол, и кто займет здесь топ-1. Я болею за Эгиду, я хочу увидеть Эгиду. Хочу, чтобы Эгида в топ-3 зашла. Но не факт, что она может здесь зайти, потому что здесь очень сильные столы есть по типу Марси, по типу Антимага. Но Антимага, допустим, я на 1000 забрать. Марси будет трудно, хотя тут керасы нет урона, потому что не будет. Две одинаковых Марси почти. Да. Где Гида? Хочу за Гидой смотреть. Ага, понял. За Гидой мы сегодня не посмотрим. Давайте посмотрим, как Антимаг взрывает. Сейчас энергию выключит, и ой, больно будет. Как же очищающая сфера душит. Ой-ой-ой. Все. Марс себе в пол, смотрите, как бьет. Бэмс. Да. Давайте за берсерком все-таки посмотрим. Чего вы молчите? Давайте рассказывайте, как вам вообще турик? Удобно, что сижу. Вообще хочу кофе. Привет, Сам. Сам... Что? О, у меня игра зависла. Бета-версия игры. Развисла. Ты, наверное, хотел написать, как сам будешь? Так, призма в Марсе. О, МКБ отличная тема, но и клинок тени тоже хорошо. Что возьмешь? Ладно, долго думаешь. Ой, хороший берсерк. Антимаг с БКБ, с МКБ. Шикарный антимаг, мне нравится. Ну, такое. Радик никуда ему не припис. О, Мираса, Мираса, хотел сказать. Марси заряженная. Инсеки. Еще раз привет. Не, я не буду сегодня катать сам. Я сейчас достримлю турниры, и у меня есть дела, мне надо будет уехать. Ля! Мерзость нарисовался. Но тут у чувака есть антимаг под гритерами, не факт, что получится. Хотя, сейчас, если антимаг не присосется к инвокеру, к мана-герою, то ему хана. Ему хана! Ля, что сотворил, ты глянь. Вот то, о чем я говорил, Алмаз. Ты спрашивал, куда камень Кира закидывать. Вот, паучиху, паучиха хавает 2 паучка. Равно 3 инвокера. 2 инвокера в данном случае. Ля, что сотворил. Ну хорош, хорош. Может, тогда и 10-й возьмешь? Ну, тут двойные клыки, кстати, у типа. Он может с эгиды забрать в этого инвокера. Ну и Марси может забрать инвокера спокойно. А зверь? Точнее, не зверь, а воин. Перчатка топ, но не под него, скорее всего, в этой игре. Хотя и может взять, но у него маск... А, у него маски нет. Может взять перчатку спокойно. Череп взял, окей. Смотрим за этим инсектоидом. 3 инвокеров, 3 звезды, здорово. Бэмс, бэмс. Кстати, цветы работают, как мы видим. Ляша пошло.
Ух, ух, ух. Ух. Короче, я так понял. Потому что, ну, раньше синергия цвет не работала на инсектоидах, на то, что они дублируются. Раньше. Это было, наверное, еще до того, как там Киру там 10 раз меняли еще по поводу инсектоидов. Короче, раньше, насколько я помню, цветы не работали на дубликаты инсектоидов. Сейчас, походу, это поменяли, и теперь оно работает. И, соответственно, если у тебя есть 2 инвокера в 3 звезды на 0,1 секунде с помощью синергии Киры, то и будет появляться дубликаты инсектоида еще один. То есть будет 3-й инвокер. Ну, по-моему, это жестко. Так не должно работать вообще. Я просто помню то, что я раньше такую тему собирал, и оно не работало, а сейчас работает. А ну-ка, давай, гида, расскажи, что почем. Ой, душит. Ой, хороший гида, давай. Нет, нет, не умирай. Just wait until autumn. When I truly bloom, every other flower will simply wither and fade. Чел 10 берет, на 10 поставит еще одного инвокера. Он этого инвокера вообще может сюда куда-то поставить и не париться. А может вообще шарбезный закинуть в королеву это пауков, и все, и будет кайфовать. А, у него там есть шарбезный. Тупанул. У него 2 шарбезна. Блин, ну инсек хорош, но ему не хватает предмета. Наследие духа огня ему надо бессмертие. Не хватает. Но двойные клыки у него есть, призма есть, это есть. Настакает посох, может и победит. Хотя не вряд ли. Антимаг жесткий. Но без посоха 3-го тира так больно взрывать не будет. Так, воин снова. Здорово, дубль номер 2. Бэмс, бэмс, безоруж, контроль, поехали. Давай, давай, инвокер, обожаю инвокера. Имба герой. Сейчас минус миллиард. На самом деле, инвокер жестко контролит воинов, потому что когда он призывает своих форжей, там минус брони миллиард. Просто каждый форж за свою тычку дает минус 5 брони. Инвокер 3 форжа сумонит, они бьют, соответственно, типа, и там за каждую тычку минус 15 брони просто. Бэмс, бэмс, бэмс. Там в чате Телеграма, кому интересно, подписчик скидывал скриншот, где у него на темпларке минус 190 брони было. Как вам такое? Как там говорится? Как тебе такое, Илон Маск? Чего вы такие необщительные сегодня, ребят? Вы что, каша сегодня малая ели или что? Ладно. Что там с этим? Блин. Во-первых, перчатку надо оставить. Потому что там 3-звездочных фигур 5-го тира очень много. Перчатка ему прям имбово будет заходить. По-моему, кстати, он уперся в потолок 100 монет. Это в этот момент не заметил. Вот уже 41 раунд. Да? For the glory of Это чел на людях в инсеков пересел? Bored. I need to punch some. I'm bored. По-моему, нет. Листни на стриме назад и посмотри, это чел на людях или нет. По-моему, это не он. По-моему, чел на людях это антимаг был. Но он красиво сделал, этот типочек. Еще и две цвета он нашел в 3 звезды, прикиньте. У него только пару раундов назад стояли они в 1 звезду. Что за бред? А изначально на чем он был? На людях или нет? Просто прикиньте, чел? Как ты на 10 уровне так находишь легко эти цветы? Ля, ты смотри. Как он легко их находит.
Ай-яй-яй. Но прикол в том, что камень Киры не работает на увеличение цены продажи. Это так не работает, друг. То есть у него сейчас цветка будет за 7 монет перерождаться. Ну, за 8 монет будет перерождаться. Чё за прикол? На 3 недели от шашек отдохнул и нет Марси ни у кого. Да в смысле, Марси есть всегда, не знаю. Игорь, у меня Марси в каждой игре. Абсолютно. Какой-то найдется типчик, который соберет себе раннюю Марси в 3 звезды и идеальные предметы вытащит. Вот такие, к примеру. Марси, кстати, может порвать инсека. Гритеров поставит и может порвать. Я сейчас не понял. Минус. А я сейчас не понял. А почему работает камень Киры на цветку? Disgrace is a slow-acting poison that corrodes from within. And a blade that cuts to the bone. Может мне кто-то это объяснить? Короче, суть в том, что камень Киры и любое увеличение цены продажи работает только на изначальных инсектоидов. Какого хрена она работает на цветке? Там был Бонлайн, там был патч, где они камень Киры... Ну, короче, там любое увеличение цены продажи сделали так, что только увеличение продажи будет работать на инсектоидов, но никак не на... А ему не нужен Огр. У него есть 2 камня Киры. О, пошел, дорогой, но у тебя посоха 3-го тира нет. Все. Все, у тебя посоха 3-го тира нет. Малыш, так бы ты его взорвал. Короче, почему я так говорю? Потому что в каком-то патче они сделали так, что камень Киры, любое повышение цены продажи только работает на изначальные фигуры инсектоидов. А на другие фигуры, именно с энергией инсектоидов, что связано, оно не работает. Ну, походу, то ли это баг, то ли что. Просто понимаете, в предыдущем патче, до вот текущего патча, который там был, микробаланс и всякое такое, я проверял эту тему. Не работало. Я ставил дубликатов, заходил в лобби, закидывал камень Киры туда-туда, и у меня они не переплыл... Короче, это походу баг. Это похоже на баг. У меня даже где-то есть ролик на канале, где я пытался на инсеках поиграть. И у меня почему-то так не работало. Ни шапка, ни камень Киры. Это походу на баг, похоже. Ля, антимаг перчатку чистого урона нашел. Ну не хватит, не хватит, дорогой, все. Инсект топ-1 занял. А зачем ему еще один мипа в единицу? Чтобы из этого мипа вылуплялся 3-звездочный герой. Легендарный. Он хавает этого мипу, от мипа отталкивается и, соответственно, получается фигура легендарная. Почему у инсека изначально появляется фантом Т3 инвокера? Именно фантом? Из-за того, что синергия дубликатов стоит, цвет. Хотя раньше так не работало. Пару патчей назад цветы не работали на перерожденные фигуры. То есть не появлялся фиолетовый инвокер. Но это было пару патчей назад. Но походу что-то не прокрутили, перекрутили, и теперь оно работает так. Не в первый раз это уже замечаю. Здорово, Дмитрий. Спасибо. Тоже вас рад видеть всех на стриме. Прошлый стримил Турик? Да, есть, на канале, если что, есть все записи.
Рук говорит, инсеков задушили. Ну, как видишь, инсеков не задушили. Но это баг, понимаешь, Андрей? Это баг. Камень Киры... Я четко помню. У меня даже есть ролик на канале, где я в предыдущий раз играл на инсеках. Я закидывал камень Киры в берсерка, и у меня появлялся почему-то Никс и Бруда. Это баг. Такого быть не должно. Они специально делали нерф инсеков именно для того, чтобы не было вот этой вот шляпы с абузом дубликатов жестких. То есть повышение цены продажи работало только на изначальных инсектоидах при перерождении. То есть ты не мог закинуть камень Кира в берсерка, да, он тебе будет 9 монет стоить. И чтобы из него тоже легендарка появлялась. Такого не должно работать. Это баг. Либо же это снова какое-то микроизменение, о котором они не написали в своем микропатче, вот этот, который они недавно выпускали. В прошлом патче я тестировал инсеков, я пробовал на них играть. Ни шапка не работала на другие фигуры, кроме инсектоидов, при перерождении. То есть шапка и камень Киры работают на шаманов. Да, это бесспорно. Но на инсектоидов они сделали так, что ни шапка, ни камень Киры на повышение продажи не работали на неизначальных инсеков. Бредятина, короче, какая-то. Ну, такого быть не должно. И не было фиолетовых вот этих фигур. Тоже какое-то вот это... Что-то они, короче, нахреновертили, сами даже не поняли, что они там нахреновертили. Но я уверен, что инсектоидов в будущем патче тоже нерфанут, как-то переделают снова. Но это бред, такого раньше не было. Там даже специально цвет нерфили, чтобы цену продажи им пофиксить немного. Короче, бред. Ну, работает как работает. В принципе, окей, ладно. Хрен с ним. А подарочные коды сегодня будут? Да, в конце турнира будут подарочные коды. 10 штук я буду кидать подарочных кодов, поэтому оставайтесь до конца, ребят. Накидайте лайков под YouTube, плиз. Блин, только что в моменте было почти 40 человек, теперь 16. Вы что, за чаем отошли? Я тоже хочу отойти. Кто-то сделает мне чай? Вейсел, я не понимаю, что ты написал, если честно. Если может, кто-то переведите, плиз, в чате, чтобы я в переводчик сейчас не лез. Станислав, привет-привет. Там играл тип на Тинкере Онли, или вот здесь нет? Я его не вижу, если честно. Я уже забыл, как его ник, если честно, был. Но тут пока что никто не абузит жезл Киры почему-то. То ли не падает им просто, то ли что. Так, ну тут тоже, скорее всего, нарисуются воины. Убийцы могут нарисоваться из-за того, что есть квапа, но я думаю, убийц вряд ли. Есть возможность, что нарисуются рыцари. О. Но реликвии, кстати, тоже хороши. Есть аптечка. Знаете, что мне обидно? На этом турнире никто... Ух ты, раз, два, три. Никто не играет почему-то на шаманах. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Я не понимаю, а почему не играют на шаманах? Было столько возможностей поиграть на шаманах, но никто не попробовал даже на них поиграть. Какой у тебя ID, Гвард, в шахматах? Подписаться там хочу. Ща, мыша, секунду. У меня на канале, если что, под каждым роликом есть айдишник мой. Но сразу говорю, я играю на контент, я не играю на циферки. Мне плевать на эти циферки максимально. Скинул тебя. Это Мадхава. Не понял, что за Мадхава. Что ты имеешь в виду? Здорово, здорово, хамон. Робот-убийця, лайк поставив бабі, не вставив в КС пішов. А у инсека была мать насекомая в инвокере же? Если да, то Бруда ела две фигуры, как Кира, и вместо них появляются это инвокеры, так как это самый дорогой персонаж из возможных для перерождения. А как так? Ну, Никита, да, я это знаю. Все так и было. Бруда хавала две бруды, и из них появился еще инвокер. Но синергия цвет почему-то сработала на этих двух инвокеров, и появился третий инвокер, фиолетовый, который не имеет время жизни. И
Там еще был чел, который цветы поставил. Ну, еще один был герой, который цветка. В нем тоже был камень Киры, и он хавал одного колдуна и маленького колдуна. И тоже появлялось еще 2 инвокера. Но такого быть не должно, это временные фигуры. Понимаешь, Никита? В прошлом патче не работала такая фигня. У меня была МПС-ка, у меня была цветка, но у меня почему-то не появлялись фиолетовые инвокеры. Ну, не в прошлом патче имею в виду, а позапрошлом патче. Может, в прошлом патче... Я просто не помню, в прошлом патче я, по-моему, не играл на инсеках. Блядь, посмотрите, что происходит. Раз, два, три, четыре, пять. 5 челов, которые... на этом, на лустрике. Марси, кстати, очень хорошо идет типу. А, мне показалось 2 Марси ему пришло, он просто перекинул. Да, челы сейчас раскормлят вот этого вот типа на первом месте. Ему бы меха поставить и вообще забей. Ладно, пока непонятно, давайте просто поболтаем с вами. Это считается инста-действием, типа действия не во время матча, поэтому на них тоже, как на фигуры, на столе работают цветы. Ну, это ж временная фигура. 会笼罩胜利者。 Но то, что это гениально, и это то, что азиаты придумали, это да, но это хрень полнейшая. Просто, понимаешь, я же говорю, 2 патча назад, скажу так, такое не работало. А тут оно работает. Как так-то? Какого хрена? Ну это ж бред. Это же суммон, ну это перерожденная фигура. То есть по такой же логике, если орк-жрец сумманет 2 фигуры, должен появиться и дубликат цвета. Хотя нет, это не так чуть-чуть. Ну короче, ну даже бред. Ну не ставил бы никого на стол, потерял бы около 50 хп. Ну в данном случае не так бы много потерял, но... Много бы ты хп потерял. Лучше уже пусть будет так. Да, лустрик можешь потерять. Потерять деньги, ну все такое. Кстати, есть идея. Ну-ка, ну-ка. Кофе хочешь мне сделать? А ты так хочу кофе? На самом деле надо хотя бы пойти водички набрать. Ну, пока они все на лустрике стоят, я пойду водички наберу, сейчас приду. Happiness repel bugs and protect flowers. I heard a monkey had a rooting technique. I must find it and learn about the technique sometime. Knock, draw, loose. Life finds a way. Beneath the veil is the pharaoh's favorite concubine.
Кстати, есть идея. Если медведь теперь суммонит Мишку инста со старта, то получается что? Что есть шанс, что цвета будут создавать фантом Мишки, если у тебя два медведя стоят одного ранга. Надо потестировать. Тебе. Я удалил игру, просто тебя посматриваю периодически. Спасибо за контент, кстати. Спасибо за то, что тебе нравится мой контент. Но я думаю, так не будет работать. Хотя, кто знает, как оно будет работать, честно. Я уже ничему не удивлюсь, здесь оно будет даже в действительности и так работать. Вообще не удивлюсь, ни грамма. Максим, привет, привет. Наконец-то освободился с работы. Цветочки. Две аптечки юзают, хорошо. Воинов, вижу, собирают. Ну, дефолтная Марси собирается, то, что вижу. Чел на первом месте пока не в понятках, в чем там собирает. Один делает, ну, обузит эту. Как она там? Манго. Выходной турнир, что ли? Да. Ну, я не мог стримить позавчера и вчера, потому что я работал. А сегодня вот финал турнира. Не знаю, сколько игр будет, наверное, игры 3-4. Лобби с подписчиками бывают. Но пока я стримлю 2-2, Мойша, то пока без лобби с подписчиками. Пока я чисто, знаешь, челленджи выполняю, там всякое такое. Но, думаю, можно будет в скором времени запустить лобби с подписчиками. Просто нужно найти выходной день и сделать опрос, сколько народу будет в этот выходной день. Я ж просто работаю 2-2 и, понимаешь, я 2-2 стримлю. Поэтому, ну, на телегу подпишись мою. Плюс на ютубе я там пишу объявление, когда будет. Странно, а где Кайзер? Точно! Максим! Ребята, кто там спрашивал за Тинкера? Это Кайзер был, точняк. Это Кайзер был. Хорош, Максим. Ля, там чуваку панды сыпятся. Клевер есть, клевера нет, клевера нет. И чуваку просто с помощью одного клевера панды сыпятся. Мы про ФНП общались, я подписался. А, точняк, все, вспомнил. Я просто не помню ни твой ник в авточес и на Твиче ты ни разу не писал, поэтому я не запомнил. Так, где чел с манго? Сколько ты обузил? Непонятно. Одно манго есть? Не играл турнир, что ли, он? Если честно, а вроде не, вроде играл. Он был в турнирной сетке, но походу он вылетел. Либо же будет во второй половине. Хотя они вроде сейчас на очки все играют. Потому что все одни и те же, по сути. В самом деле, когда челы играют так через лустрик, то можно, в принципе, прикольно обузить манго. Не понимаю, что тут будет. Два чела на огромном винстрике просто. Борьба за винстрик. Но этот тип, кстати, может на эльфов проиграть ему. У него сильный стол здесь. Может быть, если Разоров 2 звезды найдет, то, скорее всего, он выиграет эльфа. Но сейчас будем смотреть. Тут и гида, что ли, собираются? 7-й уровень. Да вроде нет. Вроде не гида собирается. Но воины однозначно тут собирается вот этот. Играет через аптечку, 2 баночки есть. Но тут на воинах на самом деле тоже хорошая игра. Берсерк есть, Омник есть. Падает Кираса, рвешь всем лицо. Кайзер топ-4 мира, но в саммит битвы 84 место. Ну, походу, не играл. Блин, а я так ждал его, этих гоблинов. Туфкан, спасибо тебе за подписку на Твиче.
Ребят, если кому интересно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я пишу, когда у меня стримы. Я стараюсь сейчас почаще стримить, пока есть возможность, поэтому стримлю 2-2. Ну, по крайней мере, стараюсь 2-2 стримить, выполняю всякие там челленджи. Возможно, будут лобби с подписчиками, но лобби с подписчиками это надо выходной день поймать. Я хочу посмотреть, заберет ли он у него винстрик. Я думаю, он заберет винстрик у чувачка на эльфах. Тут у него слабее стол объективно. Да, у него есть этот типочек, но тут у него гоблины, у него 2 звезды, плюс резак. То есть массового урона у него предостаточно. sinners, and offer your reverence to the one true divine, me. Что там у тебя по пандам? Perfect Ему всего лишь пришло парочка панд, получается. Что по тебе? О! Ребят, чья это жиза? Это же моя жиза. Одна монетка, кабанчик. А он что, ее недавно активировал? Походу, он ее недавно активировал. Я уже подумал, что это моя жиза чисто. Да блин, ну давайте уже там состыкуйтесь друг с другом. Там выйдите на ножах один раз на раз. Шарбезный, ай-яй-яй. Если бы нашел посох 3-го тира, 100% бы его забрал. А он на 9 магах играет, да? Да. Но, по идее, он этого эльфа должен разобрать. По идее. Антимаг уже есть. Опа! Будут ли здесь убийцы? Ребят, будут убийцы? Темпларка есть. Как думаете, переобуется в убийц? Придет в 2 звезды темпларка? Он же их разорвет. Мамора приходит на 20. Смотрите. Вангую. Так, чел. Смотрите. Ой. Извиняюсь, ребята, если у кого-то минус уши. Я случайно по микрофону ударил. Вангую, смотрите. Включаю свои экстрасенсорные способности. 20-й раунд. Падает Мамора. Закидывается темпларка. Он быстро переобувается, как только может, в убийц. Падает ему потом перчатка 5-го тира. Мьёльнир. И всех подкашивает под 0. Я, кстати, провтыкал. Ну да, он выиграл по итогу, да? А, не, вот они сейчас столкнулись. А просто чел на эльфах потерял раньше винстрик. Итак. Заберешь винстрик? Ну, должен забрать винстрик. У тебя 9 магов. Должен забирать. Да, забирает. Ну, короче, если бы у типа был винстрик сейчас... Что? Что? Ему с панды упала темпларка, прикиньте. Хорош. Я-то думал, он ее купил, а ему с панды упала. Прикиньте. Прикол. Нормас. Скиллуха обнаружена. Где там еще одна темпларка была раскрытая? Вот она. Чел хочет на магах катнуть. Тут магов-драконов он собирает. Ну, не знаю. Я, если честно, в текущем патче вообще магов-драконов как-то не люблю. А чел через Разора 9 магов будет. Ну, в принципе, его выбор. Найдет посох 3-го тира, может что-то и будет. Но уже 12 винстрик имеет молодой. Бабку покупает. Непонятно для чего, но он ее покупает, окей. А ну-ка, давайте, где я там говорил? Где этот цветочник? Цвета, вот он. Итак. Упадет ли ему Мамора? Чем вообще, как комментирование турнира? Нравится что такое? Дайте фидбэк мне. Я жду. Выжидаю, когда он найдет все-таки сейчас Мамору. Ну, так мобов надо пережить хотя бы хоть чуть-чуть, хоть как-то. А он мобов, походу, не переживет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Живи! Нет. Дизрача нашли.
Все. Все. Забейте. Не упала ему Мумора. Так, где там второй человек с темпларкой был? Ой, у него еще и берсерк найден. Берсерк раз, темпларка у него 2. Омник 3. Magic can't show. Что ты делаешь? Do. Nothing is. Убийц ставит. Он на убийцах будет катать. Дизрич. Ля, что он делает? Смотрите на него просто. Не на убийцах все-таки. Драконы будут. Да. Ну, не знаю, зачем драконов пытаться собирать, но это как-то не очень мета. Ну, сложно на них играть, когда тебе не идет вообще ничего, по сути. Я бы на его месте, конечно, с таким количеством денег попробовал бы в уровень 10 выйти. Так, разор 3 есть. Посоха 3 тира нету. Ой, дико извиняюсь, ребят. Что-то я протупил микрофон выключить. Ну, антимаг не имба ни разу, да? Понял. Дефолтная Марси. Есть аптечка, есть отмотка времени. Можешь, кстати, ее взять, потом попробовать антимага собрать через яйца. Но чуваку, конечно, обидно. Посох 3 тира не нашел, урона нету. Несмотря на то, что разор в 3. Тут жетон отступника, кстати. Но он через портретку, походу, будет играть. Ладно. Рыцари, кстати. Кстати, рыцари. Через древник будет катать, походу. Ничего себе. 5 драконов. 9 воинов. Кстати, воина сейчас посмотрим. А тут у нас... Тут у нас почти 9 воинов. Получается, есть 2 воина, 5 драконов. Дизраптор в 2 звезды. Хорошо. Берсерк есть. Хорошо. Так, у тебя вот этот вот иероглиф. Где ты? Вот ты. Горного вождя нашли. Где там темпларочка была через Мамору? 2 из 9. Жиза, чел, жиза. Я тебя прекрасно понимаю. Wait a minute. I'm still a Black Sun. Спасибо, спасибо. Рад, что нравится моему комментирование. Серьезно? Бабка в 3 звезды. Не, ну мы это любим, ребят, да? Мы такое уважаем. Обидно то, что чел, имея такую бабку, ну, такое себе понаходил, конечно. Ну, посмотрим, может, что-то это и принесет. Не, ну бабка вообще топ. Если он найдет под эту бабку хорошие предметы, то все. Это будет его игра. На самом деле, бабке надо, по сути, несколько предметов. Это маска 5 тира, бессмертие. Можно криты запихнуть сюда, чтобы урона было миллиард. Из 3 тира наследие духа огня, чтобы вообще почти не убить было. И мифриловый доспех. Ну и МКБ, если прям очень жестко мисы будут душить. И гритеров поставил и кайфуешь. Можно еще и кирасу запихнуть, чтобы прям топчик быть. Так, темпларков 2 звезды есть. Предметы, конечно, отстой. Тут надо 10 брать, чтобы воинов выставить. Но пока нормально кайфует. 9 воинов. Берсерк. Слепой не вижу берсерка. Ой-ой-ой. Не, магам... Маги здесь вылетят. Мне подсказывает что-то сердце, что будет в следующем патче. Немножко баф магов пересмотрят его. И, соответственно, инсектоидов пересмотрят по поводу цвета. Что-то у меня такая чуйка. Пащейка в шутку писал про челлендж пару стримов назад. 9 магов с бабкой Кири, с молниями и посохом 3 тира. Но походу сегодня этот челлендж реализует вот этот молодой. А где он, кстати? Подождите, я его провтыкал.
Блин, вот эти вот ники, конечно, потом разбираете иероглифы. Вот он. А ты прикинь, сейчас так оно реально и будет. Он возьмет сейчас посох 3-го тира себе. Раз. А потом молнии 5-го тира. И погнал. Это будет... Это будет, конечно, жестко. Если чел реально себе такое сделает, это будет очень жестко. Сейчас, ребят, сори, телефон на секундочку отойду. Сейчас, секундочку еще, пожалуйста. Все, я тут. Я вместе с вами, ребятки. Так. Не думал на лысо подстричься? Ну, как волосы начнут пропадать, тогда и на лысо подстригусь. У меня вроде форма черепа подходит. А зачем мне на лысо стричься? Ой, хорош. Чел Кирасу нашел, Марси нашел. Так, давайте, я тут не... буквально минуту отвлекся, и тут уже у типов изменения есть. Печально. Тебе пойдет. Ну, как волосы, если... Я надеюсь, конечно, волосы не исчезнут. Отлично бабка прыгнула. Я считаю, вообще комфортиком прыгнула. Просто идеально бабка прыгнула под антимага вражеского. Тут торчит. Наследие. Не, ну антимаг это мразь. Как думаете? Давайте так. Вопрос сейчас ко всем абсолютно. И хочу услышать ваше мнение в чате. Будут ли нерфить антимага после текущего турнира? Просто антимаг это такая тварь, которая заходит в любую сборку. Ты можешь ты просто куда угодно запихни этого антимага, он будет тащить тебе. Мразь просто. Фу. Я даю гарантию 200%, что антимага не трону в следующем патче. Если бабка соберет молнии посох с магами, на вас соберешься. Не-не-не-не, так не работает. Не знаю, сколько нужно заплатить, чтобы я на лысо побрился. Че побрился? Подстригся. Ну, темпларка на самом деле хороша. Кираса есть, обезруш есть. Но скорости атаки грустно. Очень грустно под скоростью атаки. Да. Найс вайпер плюнул. Магу, конечно, больно. Да. На самом деле, у меня тут так губы пересохли. The holy light. Есть возможность, что вот этот чел на мартретке затащить может. И если он соберет ее в 3 звезды, поставит сверху Омника и найдет еще Кирасу сверху себе, урона будет у него очень много. Куча минус брони. Тоже проблема. Чел на Марсе просто О, это жестко. Это очень жестко. Только как по мне, ну, мне кажется, перчатка все-таки никогда не стакается с ее скиллом, потому что нет импакта от минус брони. И лучше искать что-то другое.
Но в то же время, если чел на Марсе перестроится в гриттеров, то GG. Думаю, ні антимага не тронуть, ні інсектоїдів. БКБ треба ще бабці, плюс сатаніки ізі катка. Ну, либо ему не повезло сейчас на маску 5 тира, либо я хрен его знает. Если, ну вот по сути, здесь вот сейчас Марси топ-1 забирает, скорее всего. Но если чел перестроится в гриттеров, то, соответственно, от бабки толку 0 будет. Я бы на его месте, когда собрал бабку в 3 звезды, я бы быстро перестроился бы в гриттеров, поставил себе там более-менее стол хороший и собирал бы другие предметы. Но мне кажется, ему не повезло. Что он тут рулил? Или он сам выбрал? Ну, просто невозможно посмотреть. Оно багуется часто. Но либо он сам выбрал все-таки перчатку, но я бы на его месте не брал бы перчатку, конечно. Но шанс є ще в нього, якщо щось сообразить. Ну... Мне кажется, нет. Да. Есть трехзвездочная Марс, и по итогу антимаг топ-1 по урону. Спасибо за баланс. Дизрич с двумя с рефрешером. Давайте за воїном посмотрим. Ніколи не беру антимага. Дуже жаль, що ніхто через шаманів не грає. Так это вообще бред. Серьезно. Я какой турнир уже смотрю, и в турнирах очень редко... Вот я вообще удивлен, что в этом турнире появились инсеки. Это меня удивило максимально. Приятно удивило. Потому что, ну, челики на турнирах вообще не играют. Ни через инсеков, ни через шаманов. Вообще насрать им на это все. Такое впечатление, что... Так хрен его знает, какое впечатление. О, там челы переписываются. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Что пишем? Древний мастер огнестрельного оружия сосет кровь. Ты сможешь стать 6 богами позже. Песок переполняет шелк. Поверь Тору. Закон не нужно соблюдать. Это старая мать. Почему Samsung разбилась с огнестрельным оружием? Вначале убийцу держали, это церковный молот. Выжил. Что за... Боже. Ощущение стабильного. Что тут происходит у них? Игра не видит, как мы разговариваем. Соль. Соль. Так, ладно, тут же писали. Кто продвинул топ-8 3L против Туан? Туан подбодрил его. И братья закончили. Автоперевод, авточес, это просто гениально. Сань, а сколько тебе лет вообще? 29. Я не милфа. Чему сказал, так я не понял. Хотел шутку продолжить, а потом понял, что какую-то дичь сейчас сморозну, поэтому лучше я помолчу. Только надо было чуть раньше молчать. Трехзвездочная, кстати, у кого-то мартретка. Стопе. У кого? Тут воины играют через Дизрача. Окей. Хорош. Очень хорошие предметы. Плюс у него жетон есть, который по эльфам бьет x2. То есть, по идее, он Марси может снести. Но мне кажется, зря он все-таки дезолятор альнул или что-то другое. Но, в принципе, пойдет. Ну, ну, темпларка еще, кстати, довольно-таки жесткая. Предметы хороши. Ну, эльф стандартный тип.
Ух ты. Ну, бессмертие надо брать тебе, дорогой. Хочу за темпларкой посмотреть. Выглядишь на 28. Спасибо. Не, на самом деле, мне бы в спортзал пойти и немножко привести себя в форму. Но пока что в спортзал не могу пойти. Как только, так я сразу в спортзал. Как только будет возможность, я сразу пойду в спортзал, потому что у меня есть лишний вес. С ним надо разобраться. Потому что ну его в задницу этот лишний вес. Кстати, чел на темпларке снес мортред. Хорошо. Говоришь, там скоро дизраптор будет 3 звезды, да? Где он? Не понял. Там сейчас будет 3-звездочный диз. А где... Тут Doom, скорее всего, 3-звездочный будет. Берсерк у него есть. На самом деле, воину здесь плохо, чисто из-за того, что у него выбор предметов отвратный. Темпларка хороша. Давайте за темпларкой посмотрим. Ты думал, запрятал в Мамору Диза. Но нет. Не запрятал. Но 3-звездочный Диз, ну тут, если честно, сомнительная такая тема, 3-звездочный Дизраптор. Ну против кого, ты понимаешь? Тут челы просто, вот двое, которые играют на эльфах, они просто берут, перестраиваются в гритеров, и что этот Дизраптор будет делать? Какой импакт от этого Дизраптора? Ну, кстати, чел на темпларке через зверей нормально себя чухает. Вообще прекрасно чухает себя. 香飘湖泊，喝了茶要一起跳舞吗？ Чел на Марсе найдет себе сейчас МКБ, если, конечно, не вылетит. А у него 6 банок еще есть, кстати. И маску 5-го тира, и забей, темпларка в могиле будет вертеться. Ему сейчас тупо надо МКБ найти. Очень хорошие предметы у него. Ну вот, вместо бессмертия, конечно, хотелось бы на этом этапе игры маску себе иметь. Но может, сейчас она будет. Опять она не показывает, какие предметы челы сролили. Ну да. Давайте смотреть за темпларкой. Болеем всем сердцем на него. О! Дум 3 звезд. Бэмс. Уже темпларки не очень. Все. Выжил. Выжил из-за того, что у него что было? Потому что он сделал себе топовое манго. И поэтому он выжил. Но сейчас 35-й раунд будет. Должно быть попроще. А в этот раз, кстати, Марси развалила темпларку, походу. Да, походу, в этот раз Марси развалила темпларку. А нет, не развалила. Нагребал. Последний шанс для темпларки. Да. Но челу на воинах тупо найти Кирасу. И все. Это могила будет. Ну тоже. Ему бы на темпларке найти перчатку 5-го тира и поставить себе убийц 9 штук. И он просто их всех ваншотнет. Но ему сейчас надо, во-первых, МКБ, чтобы попадать 100%. И желательно, чтобы упал мифриловый доспех. Потому что если мифриловый доспех не упадет, дизраптор, точнее не дизраптор, а Дум его душанет. Да и БКБ ему надо. Ему вообще надо темпларку на последнюю линию поставить вот сюда. Потому что если он не поставит темпларку на последнюю линию, он опять будет стоять в сайленсе дизраптора. Это бред. И плюс ему надо как-то скучковать немного людей, героев. Чтобы сайленс дизраптор летел просто в одну кучу. Просто в молоко, чтобы следовался. Кстати, хрустальный топор упал. Хорош, а ну-ну-ну-ну-ну. Блин, как насморк меня задолбал. БКБ есть. БКБ надо брать. Не бери арчит, бери БКБ. Блин, что ты...
Без отхила будет тяжело ему. Телепузик кажут гудбай. Ой. Жесть. Все, челу надо сейчас в гритеров перестроиться и кайфовать. Потому что тут очень много всякого контроля. Чел, давай в гритеров, пожалуйста. Перчатка. Ну, кстати, я думаю, не... ладно, окей, пусть будет. В гритеров становись, потому что есть Doom, есть Дизраптор. Но сейчас, на самом деле, Марси может спокойно его вынести за 3 секунды. Бессмертия. Да, Марси может спокойно сейчас тащить. Я бы, конечно, гритеров поставил. Но пусть будет. Потому что от эльфов его толку нет вообще. Потому что здесь есть МКБ. Типа, зачем ему эльфы, когда тут есть МКБ? Против кого? Сейчас Дум просто прилетит, еще Марси не закастует ни хрена это Марси. Вообще повезло то, что... Я вообще не понимаю этой логики, механики этого Дума. Отвечаю. А не, все-таки надо было рандомить. Надо было рандомить. Саня схлопнулся. Да я просто прикололся, он взял Некра. The fate of Glacier Clan is in my hands. Ну ладно, красавчик на воинах. А ну, Гритера поставить чи не? Я думаю, не поставят. Но ему реально нет смысла от этих гребаных эльфов. Типа, чел, поставь себе Гритеров, у тебя есть Энигма, и тебя не засайленсит, во-первых. И Энигма ты нормально будешь выжигать. Ну, 7% от максимального ХП область большая. Ну, типа, поставь. А так тебе, во-первых, Дизраптор сайленсом накрывает, Дум тебе жопу отрывает. Сейчас, если, не дай бог, Дум еще кастанет в Марсе, все, это забей. Не дай бог сейчас Марси получит Дум. Марси получила Дум. Ладно, забей. Ну, Темпларка красавчик. Вопросов не имею. Вырвал топ-3. Да. Хорош, хорош. Хорош. Жесткий турик. Да не спасет же. Видишь, что Марси не контрили. И заснул все равно. На самом деле ошибка взять было перчатку 5-го тира, как по мне. У него была кираса, у него был меч, вот этот, который по демону больше урона наносит. Плюс ему надо было поставить сверху гритеров. И он себя чувствовал бы хорошо. Плюс Омника бы он мог поставить там еще, чтобы как-то плотно жить. Потому что Кираса на самом деле довольно-таки сильно воинов гнобит. А если бы еще и маску наролил, то забей. Ну ладно, итог как итог. Че, уже ему соли, да, эту тему? Кстати, ребят, микрофон не шумит, ничего, нормально все. А то у меня что-то этот микшер звука захлебывается ни с того ни с чего. Либо, кстати, да, рапиру. Вообще шикарно. Турик азиатов. А я, кстати, не знаю, кто-то из бывших стран СНГ зашел вообще в топ-16 или нет. Кофе-брейк? Блин, я бы сейчас кофеечку, конечно, бы жахнул. Че, ребят, я думаю, сейчас будет такой вот небольшой перерывчик у них, да? Я сейчас я гляну группу, что там они пишут вообще. Ничего не пишут.
Короче, я думаю, что давайте сейчас буквально минуточку перерыв. Я отойду, хочу кофе себе сделать. А, уже катка начинается. Ну что, вы не против, если я кофе отойду сделать? Или комментируем, сидим дальше? Мне еще надо пойти нос почистить, бо что-то выеживается. Как вам, таблицу открыть или кого-то одного конкретного там героя? Давайте вот не его, у него, по-моему, хрень какая-то будет. Кого вам открыть? А ну-ка, давайте. Короче, будет. Ну, вот Болизай вот этот вот будет. Боизай. Красивый стол открой. Красивый стол. 会笼罩胜利者。 А у кого красивый? Ну, вот этот прикольный такой котик. Тут инь-янь, тут дефолт, тут развалины, тут дефолт. Ну, тут неплохо, но мне не нравится. Давайте кошечку откроем, котеночку вот этого. Все, я отбежал за кофем. Давайте, ребят, тоже за кофем идите. Все, поехали. Кофе брейк.茶香飘忽忽，喝了茶要 One 一起 bullet, 跳舞 three 吗？ targets, no problem. Killing spree. 茶水清亮亮，茶香飘忽忽，喝了茶要一起跳舞吗？ Not only the deer, but also her friends. “为您预报，季雨云在接下来48小时内会笼罩胜利者。” Killing spree. I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me. Wait for my signal and play it by ear. I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me.
invited to host the wedding. Wanna join my squad? First, try knocking out 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, and then top it off with a 10-kilometer run every day. Killing spree. 茶水清亮亮，茶香飘乎乎，喝了茶要一 Hunter or hunted? Your choice. Так, ребятки, все, я на месте. Что мы тут интересного пропустили? Сейчас, секундочку. We're almost there. It's just one step. Хорош. Панда без клевера. Нормально. Скорее всего, через кунг-фу хочет поиграть, потому что не две пивные панды пришло. Мне кажется, или этот чел так и хочет на магах поиграть. По-моему, он уже не первый раз играет на магах. Не? Или мне кажется? Так, кстати, реликвии не показал. Инвокер есть. Реликвии. На самом деле неплохие реликвии. Если сейчас этот тип на первом месте, который имеет винстрик, возьмет себе хаотичный договор, а потом на 20-м раунде возьмет себе перемотку времени, то это жестко будет. Что ты икать начал? Это будет лютая имба. А у него... У него имба. Если сейчас на 20-м раунде ему еще раз упадет отмотка времени, у него будет очень жестко. Несколько типов играют через Жезлкира, это означает что? Один хантов хочет собрать. Один Тинкера будет собирать сейчас себе 3 звезды. Торлей заблокирует. Да, тут, короче, будет следующее. Тут два типа будут искать себе сейчас Тинкера. Один будет играть через 9 магов. Окей. Найдет посох 3-го тира, возможно, у него что-то да получится. Тут что дальше? Ханты непонятно. Ну, Хант, я вообще не знаю. Есть ли шансы у Ханта, как вы думаете?
Я думаю, шансов у Ханта вообще не будет. Where are we going? Так, тут тоже Тинкер. А, это он и есть, кстати. Jarvis? Friendship is magic. Делает инвестицию в лучшее будущее. Не делает, что-то неправильно сделал. ЦМ-очку собирает. Не, ну в принципе... Может через Тинкера что-то и получится. Но мне кажется, один Тинкер слабо. Ханты. Я вообще не верю в хантов. Вы верите в хантов? Мне кажется, через хантов играть это вообще поплава лютая. Я ж тебя только что впустил, ты, мерзость мелкая, блохматая. Сейчас это иду. One of my arrows is worth 1,000 of theirs. I'm so I'll take you under my wing. Ох уж эта кошка. Любительница побегать туда-сюда. Просто реально это какой-то прикол у нее. Только начинаю стрим, все. У меня двери туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это не кот-компаньон, это этот. Суеты навести охота. Это больше этому подходит. Кстати, Хант выиграл винстрик. Прекрасно. А, не выиграл, тут же хотите. А, фу, я не того смотрю, ё-моё. Смотрю не на того типа, я говорю, что он выиграл винстрик. Я гений. Там вроде шаманчик будет. Интересненько. Я уверен, что шамана не будет. Ну, 200% даю, что шаманов он не соберет. yummy candy. Они не любят на турнирах играть через шаман. Не, ну, как бы, может быть. Но, мне кажется, не соберет. Они не любители на турнирах почему-то собирать шаманов. Хотя шаманы это одна из сильнейших сборок в игре. Странно, конечно. Заявочка на шаманев. Не, прикиньте, шаманов собирает. Но правда у него 58 хп. Банок у него нет. Может не успеть собрать шаманов. Тут манга, не трогает ее, ждет. Окей. Непонятно, что собирает. Тут. Ну, тут 9 магов будет. И серьезно, по-моему, этот тип уже собирал 9 магов. Тут эгида, по-моему. Да, тут эгида собирается. Тут собирается непонятно пока что. Но, скорее всего, тоже 9 магов. Тут 100% 9 магов соберет. Тут, возможно, заявочка на шаманов. Чел на хантах. Ну, ханта помянем сразу. Я уверен. Не, ну может быть он в топ-3 зайдет, но у него хп не так много, и денег тоже. Ну покажи. Покажи, что у тебя... Ух ты. Трентуху 2 звезды собрал. Ролишь. Дай посмотреть. Краешком глаза дай посмотреть. Не, шаманов тут не будет. Тут шаманов не будет. Это Марси. Я говорил, что, ну, типы не любят. Ну, я не знаю, почему они не собирают шаманов. У меня нет догадок даже, почему. Ну, у кого-то есть догадки, почему они не собирают шаманов? Была куча реликвий под них, была куча ситуаций под них. Тут тип собирает Марси. Шамана даже и не видно. Он даже их не покупал.
Да. Ну, типа, хороший стол, по предметам неплохо, но не хватает ему все-таки рога войны для того, чтобы его Мишка прям разваливал. Тут он через кунг-фу зверей, походу, будет играть, через обезьяну. Тут 9 магов, ну, это понятно. Посох 3-го тира не нашел. Тут убийцы вроде как собираются. Но темпларки нет. Через мартретку хочет играть. Яиц нет, тяжело будет играть через мартретку. Топ-сборка это Ида со Сларком. Есть такое. Но только если идет. И по предметам идет. Шаманів і тролів не збирали ще тільки на турнірі. Чи ще рицарів? Рицарів попробовали. Wolf's clothing. Who would have guessed? Пробовали рыцарей собрать, но там что-то не пошло. По-моему, в топ-4, в топ-5 отлетел. Так, корону взял. Ну тут... ну тут реально будет 9 магов. Но он, по-моему, в уровень уже идет, надо сейчас будет посмотреть. Тут тоже будет 9 магов, но через Тинкера. Я удивлен, что ханты вообще нарисовались. Неожиданно-нежданно появились ханты. Тут не понимаю, что будет. Тут и гида. Тут и гида, да, тут 100% и гида будет. 2 гиды уже в 2 звезды есть, призма есть. Ну, тут Марси. Я не удивлен, если честно, что Марси тут собралась. Ну, чел, конечно, сейчас на Тинкере будет набирать темп. Идет в уровень. Миллиард энчей купил. Будет инвестиции в лучшее будущее делать. Ему надо ждать, пока упадет жезл Киры. И тупо идти в уровень. Да, а я так надеялся, что шаманы нарисуются, а по итогу нарисуется Марси. Еще одни эльфы собираются, да. И гида 3 звезды. Ранние. Хорош, хорош. Ему только найти посох 3-го тира. И наследие духания. Чтоб дебаф магов себя скидывать и мог с косы позабирать. Ну, морских поставить, Тинкер не так страшен будет уже. 为你预报，寄语云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 How bad can a little fox be? Блин, на самом деле я уже 3-ю чашку кофе пью. Но напиться как-то не могу. Серьезно. С чем это связано, не знаю. Так, ребятки, я спрашиваю, ну в целом, как вам комментирование турнира нравится? Да, тут звери кунг-фу будут. Судя по тому, что он собирает себе пант, то тут звери кунг-фу будут. Мог бы, кстати, двойных мобов активировать, чтобы кучу денег получить, потому что здесь есть вероятность, что отмотка времени, а ему отмотка времени упала. Ну, типа... У меня сейчас глаза из орбиты вы... На... За... Ну, чё за... Зачем? Да иди в задницу, короче, ну тебя в баню.
А, ну он же он же не дособрал, точняк. Шарбезны тут. 9 магов. Ой, якби не твоє коментування, то ніколи б на це не дивився. А так, по факту, турнір тащить тільки твоє коментування. Дякую. Це приємно. Шикардос по коментам. Добрі реакції. Ну так он, ну дундук вареник, ну что я могу сказать? У него отмотка времени, у него имбовые реликвии двойных мобов, вместо того, чтобы просто активировать его... Он берет какую-то дичь. Ты возьми, активируй на 25-м раунде двойных мобов. Все, затащи 25-й, 30-й, отмотку на 30-м раунде, бахаешь, активируешь себе двойных мобов на 35-й, 40-й. Но он, скорее всего, вылетит нахрен отсюда быстрее. Ну, скорее всего, да, потому что стол у него, ну, пахнет очень жесткой бедностью. Типа, это забей. Может, он хотел реликвию яиц найти, но это бредятина. Ну, ему не идет, не идет. Тут, типа, пожестче есть. Тут как бы без комментариев. Может, у него, как у тебя было, ты взял один предмет, а взял из другой. А, ну, кстати, да, точно. Я за это вообще забыл, если честно, Виталик. Если бы ты, если бы ты не написал, я бы сказал... ну, ребят, помните, я за имбу говорил? Имба комбинация. Получаешь один предмет 4-го тира, один предмет 5-го тира. Получаешь миллиард денег. Еще и, кстати, ему под зверей упали некра. Ранний некра. Удивительно. Тут звери 0 монет, но через импресс. Ну, чтоб... Ой, блин, но. Бэмс. Бэмс. Отсюда, сюда и рви головы им. Зверей, конечно, здесь тьма тьмущая. Вопросов не имею, если честно. Ну, хоть бы... Профит от Мишки 2300 урона. Профит от импресски 3600 урона. Отдай вот эту хрень в импресску. Поставь, пожалуйста, маленькую цветку. И живи, кайфуй. Ладно. Ладно. Не, челу жестко не фартит. Обидно, конечно. Ну ладно. Мифриловый доспех типа падает. Сколько ты предметов сролил? А, я ж не посмотрю, точняк. Ну, зверь большой. Эгида 4 морских. Ну, кстати, Эгида может и зверей точнуть. Причем очень легко. Давай, Тинкер. Все, минус Марси. Да. Бэмс. Ну, чел на охотниках сейчас находится в топ-2. Но это все до того момента, пока чел не поставит себе... Охотники не вытащат вот это вот все. Типа, один зверь огромный, второй зверь огромный. Есть Эгида, которая его просто контролем задушит. Третий зверь огромный. Есть маги вообще, которые просто не выпустят этих хантов. Да просто еще повезло то, что они не нашли себе посох 3-го тира. Там бы вообще жестко было разваливало. Ну, короче... О, Мишка тут хорош. Хороший Мишка. Странно, что давно не играют на антимаге через троллей. Ну, не знаю. Ну, играют вообще. Ну, я показывал уже, как антимаг разваливает под троллями, но... В этой игре ему было бы очень туго. Гвард, почему ты сам не участвуешь? Алмаз, я же уже 10 раз отвечал. Там надо, чтобы зайти в топ-16 или в топ-32, по-моему, в топ-16 надо зайти. Надо реально задротить. А мне не интересно задротство. Подделай книгу, неси ее. Туань, просто немного проигнорировал это.
Надо брать. Надо брать, потому что есть маги. Угу. My sword is Ну, можно было бы драконий рог взять, но у тебя так стол пахнет бедностью, что лучше и не брать. Кстати, рог войны перекинул все-таки в импресску, но маленькую импресску даже не ставят. my sword is always at your Да, у него очень плохо по столу. Да поставь ты маленькую импресску, ну боже ты мой, ну у тебя будет 3 героя, 3 керри, ну поставь ты, ну пожалуйста, ну услышь меня, пожалуйста. Ну, в принципе, норм. Ну, объективно норм. Ну, поставь маленькую импресску, пожалуйста. Ну, это ж сильнее будет, чем парочка змеек. Намного сильнее. Ля, как он мага сожрал. Як на мене тролля плюс алхимик поцікавіше. Ну, да, это будет интереснее. Объективно интереснее алхимик плюс тролль, это очень интересно. Особенно если Киру еще поставить, и если ты более-менее хорошие предметы под него найдешь, он просто развалит всех в пух и прах. Прям нормально будет сносить кабину. Бля, типу, походу, вообще не везет на предметы. О, посох третьего тира есть. Ну, тут хорош предметы. 6 зверей. Что у тебя? А, я ж тебя только что смотрел. Или не тебя я только что смотрел. Я уже не помню. О, Кираса. Кираса неплохо. Мне кажется... О, это... О, вот это больно. И шар бездны закинул. О, вот это сейчас будет больно. Бэмс просто. Миллиард некров. Ну тут инвокер будет тащить сейчас, походу, своим контролем. Или не будет? Будет. Хорош. Не, сильно, очень сильно. Такая комбинация шмоток, это очень сильно. Хорош. Вопросов не имею. Скиллуху показал. Сейчас он на темпе может их очень быстро вынести всех. Ему надо тайдуху еще поставить, чтобы он чисто время тянул. Это будет жестко. Очень жестко. Тут что у тебя? Еще один некра есть. Взял, окей, в кого закинешь? Варлока. В принципе, норм. 2 голема будет. Но, как я и говорил, хант это шляпа, а не ханты. Забей на эти ханты. Я про антимага в троллях под Кирой. А, ну, антимаг в троллях под Кирой, ты, конечно, серьезно загнал. А есть серьезные турниры, чтобы бабла подзаработать? Я бы хотел посмотреть на турнир, на твою горячую... Не, мне, Виталик, мне челленджев хватает. Да и тут нету таких турниров на такие деньги. Типа забей. Мне кажется, с твоими знаниями ты бы мог бы зайти в топ-3 минимум. Ну, все же зависит не только от моих знаний. Я хоть и много знаю по игре, я знаю фишечки и тому подобное. Но есть как человеческий фактор насчет ошибок. Ну и, соответственно, есть еще и то, что мне может тупо не идти. А так как я не любитель играть на метовых сборках и тому подобное, ну я 100% бы выкатывал шаманов. То есть я бы видел аптечку, у меня бы все глаза кровью налились бы, и я пошел бы шаманов собирать. А если бы генерал упал, то я бы вообще бы все, у меня бы трусы последние отдал бы, лишь бы на шаманах сыграть. На самом деле, вот этот тип на зверях, на втором месте, с помощью инвокера он может спокойно тащить. Кстати, у него отмотка времени, понял, он ждет. Это хорошо, что ждет. Может затащить. Ему нужен инвокер. Ля, тут мясо происходит, просто вы посмотрите на это, тут лютый спам. А по-моему, Йен отлетел, кстати. Или не отлетел, живет. Да, не снесет ему все хп. Хорош. Поживет еще немножечко. Нахрен? Может кто-то мне рассказать, зачем полуорки? У него инвокер стоит. Поменяй, пожалуйста, вот это дерьмо на это. Ну, пожалуйста. Просто, ну, будь другом. Нахрена тебе полуорк?
Сколько еще игр будет? Есть турнирная сетка? Там есть очки какие-то, но я из-за того, что ники не знаю, ну, пока что они еще и не пишут актуально. Они там некоторое время игр играют и смотрят. Контроль, да? В жопу тут контроль, что-то 2 секунды дадут. Чего они не дадут ему? 2 инвокера больше дадут. Если бы у него было 4 полуорка, я бы тогда сказал, да, хорош. 4 полуорка, это отлично. Давай next часа ты зайдешь и покажешь им высший пилотаж. Зайду, обосрусь в топ-8. А ТФТ на бабки есть? Там серьезные турниры есть ТФТ. В ТФТ бы я поучаствовал. Там народа до хрена. Там есть выезды, чемпионаты и тому подобное. Ханты, кстати, в топ-2 зашли, прикиньте. Ну, заходят пока что. Топ-2. Двойные мобы есть. Пул цветы. Хорошо. Эмпреска в 2 звезды, хорошо. Ладно. Окей, хорошо. Контроль 2 секунды. Верю, что поможет. Верю. Я даже хочу... Давайте сейчас посмотрим на импакт этого контроля от полуорков. Сейчас посмотрим на этот импакт. Выезды, ха-ха, как раз про Украину. Ладно, я не буду это комментировать. Вау, какой контроль. Да. Да. Контроль зарешал, верю. Бэмс. Ладно, тут, по-моему, полуорки есть. Нет, тут полуорков нет. Где там еще полуорки есть? У него есть полуорки. Давайте смотрим. Тут Магнус, 2 звезды. Предметы хороши. Хочу посмотреть. У него 2 инвокера стоит. Убери Варлока нахрен. Поставь, пожалуйста, инвокера. Но это же будет попрофитнее. Тут 1 голем спавнится на 10 секунд. А чел тут может миллиарда контроля вкинуть. Пусть у тебя будет еще и 3 инвокера вместо 2. Сейчас смотрю на импакт полуорков, ребят. Все вместе смотрим. На стан на старте, а потом массовый стан от орка полуассасина. Вот тут где импакт. Вот Магнус, тут 4 полуорка. Охренительные предметы от обезьянов 3 звезды. Ни хрена себе. Смотрим. Давайте. Вау. Стан хорошо контролит, Мишку контролит, отлично, красавчик. Давай, 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 импрессочка. Импрессочка, давай, расскажи, как контролить на полуорках. Давай, импрессочка. Хорош. Силен. Полуорки виду. Помогли. Держи в курсе. Убери нахрен его, поставь его. Ну 3 шинвокера у тебя будет, они получше, там хотя бы без оружия могут накидать-то. Вот где контроль будет, ребята. Вот где будет контроль. Смотрите, только ему бы 4-го полуорка поставить для красоты. Цены б ему не было. Убрать умника. О, все, смотри. Стан был неплох. Затащила импреска в 2 звезды против импрески в 1 звезды. Полуорки MVP. Вот сейчас полуорки где будут. Ну ладно, давайте еще раз. Ну чисто посмотрим еще разочек на полуорков. Хочу посмотреть импакт. Так, тут все, импреска в 2 звезды. Подметили. С некрами. Угу. Не, ну ханты неинтересно. Давай противника посерьезнее. Полуорки must have. Керри не застанили, по итогу застанили шляпу. Но тут ханты. Забейте. Мы не смотрим хантов. Фух, я думал, полуорка выкинули. На самом деле здесь очень жесткая обезьяна. Он ее в 3 звезды собрал. В топ-3 Йен зашел. Кстати, по-моему, он уже... Подождите, Йен за дня занял 1-е место, 2-е место. И сейчас, походу, в топ-3 залетит. Рефрешер. Рефрешер. О,
Сейчас, секундочку. Кошку вынесу вперед ногами. Кошка отвлекает меня от самого важного. Я хочу посмотреть MVP от 2 полуорков. Она просто загоняется. Там, дверь выносит мне. Демонтирует. Говорит, не подходит. Надо другая дверь. Так, 2 полуорка. Момент. Уи! Вау. Импактище. Если что, кто вдруг сейчас скажет, что типа не туда побежали, это импакт полуорков. Они побежали вот сюда. Застанили 4 вот этих вот придурков. Не знаю, как по мне, шляпа 2 полуорка ставить, когда у него был инвокер. Ладно. Ладно. Вот тут полуорки. Я что-то больше чем уверен, что сейчас вот этот тип выиграет. У меня есть прям чуечка такая, что сейчас вот эта вот эгида снесет нахрен этого зверя. Если сейчас найдет еще и драконий рог, помянем. Ну, что-то ему так больно прилетает, ему бы шарбезны. О, предметы появились, прикиньте. Хрень. Хрень. Цепочка, неплохо. Цепочка хорошая. В Тайда закинь, пожалуйста. В Тайда закидывай. У него рефрешер. 2 цепочки полетит. Плюс ману зарегенит его. Закидывай в Тайда. Дядя, ты не охренел, такие шмотки нашел? Да ни хрена себе! Ребят, забираю свои слова назад. Он отсосет на полуорках. Просто. Ладно, я верю в полуорков. Полуорки, полуорки, полуорки. Стон. Ай, бля. Тайдуха, живи, вражеский. Тайдуха, живи. Еще. Хорош. Лев. А теперь в контрольте вот эту вот обезьяну. Давай. Нет, отвелись со своим станом. Все, пипец. Ну, это было близко. Но, откровенно говоря, вот это Тайд, это, конечно, машина. Драконий рог, аганчик с рефрешем. Рефреш, конечно, максимально бесполезный под такого Магнуса. Ой, Магнуса, под такого Тайда. Потому что, ну, на самом деле, ребят, не берите рефрешер под Тайда. Но только если у нас 2 звезды и надо монореген, тогда можно взять. Почему? Потому что он кастанет стан по секунду поддержится, и он сразу обновит этот стан. Чисто, чтобы вкинуть урон, можно. Ему, кстати, надо поставить одного полуорка вот этого прямо напротив Тайда. Он пробежится и сразу даст ему стан. Потому что у полуорков как-то быстрее набег работает, нежели у других фигур ближнего боя. Уи. Гритер, все, забейте, помянем. А, там Гритер поставил он. Он просто решил его прям унизить. Гритера поставил. Не, ну ты, конечно, обезьяну в 3 звезды ты собрал. И такого Тайда. Жестко. Ну, типа, откровенно говоря, с самого старта хорошо повезло. Очень хорошо с самого старта повезло этому типу. У него с самого старта прям шло и шло. 23 винстрик. Во-первых, он на винстрике был до 10-го раунда. Хаотичный договор раз. Хаотичный договор 2.
Ну, красиво. Еще и реликвия яиц в конце. Ну, это очень сильно. Предметы топовые тоже. Защита от магии есть, перерождение есть, гритеры есть. И тут до хрена чего есть у него. Тоже куча магического дефа. Это забей. Подскажи, скилл под драконом контрится цепью? Сколько играю, только сейчас задумался, что не шарю. Скилл под драконом контрится цепью. Немножко не понял. Ты имеешь в виду, она сбивает каст способности или нет? Это цепочка 4-го тира. Первое место в прошлой игре занял... Первое место в прошлой игре занял. В этой 8-е место. 8-е место в прошлой игре занял. Первое место в этой. Блин, ты хоть запятые поставь. Я ж прочитать это не могу. Ну, спасибо, что написал. Ну, неплохо. Хорош шмотки. Просто чел намного скилловее попался ему на вот этом первом месте. Тут, извини меня, против такого стола не придумаешь много чего. Был бы у него Зевс вот здесь. Я думаю, Зевсом бы он порешал бы вопросы. Так, сейчас, секунду. For the tundra. Push-ups, 100. Yummy candies. Так, все, вернулся. Мне надо было по телефону быстренько поболтать. Да, если каст фулл драконами, то есть магия дракона успеет кастануть, если у противника цепь? Да, кастует. Это же обездвиж. Это же обездвиж, и тебе плюс, по-моему, в текущем патче не дают еще бить с руки с помощью этой цепочки. То есть она тебя полностью обездвиживает. Но каст она не прерывает. Это не стан, это не сайленс, это обездвиж. Так, Йен занял в прошлой игре топ-1. Потом занял топ-8, потом топ-8 и топ-1. То есть он 2 раза топ-1 взял. То есть у него где-то 18 очков у него где-то. Еще будешь стримить? Ну, до конца этого турнира. А потом закончу. Я турнир отстримлю, и мне надо идти. А то у подруги день рождения. Мы идем в гости с женой. Поэтому надо будет идти. Что делаю? Но ханты, ханты очевидно, это дерьмо. Я не знаю, зачем они там резанули хантов. В текущей мете, если ты не возьмешь Траксу, не сделаешь себе в 3 звезды, но она не дамажит. Медуза та же самая, она не может ничего сделать. В 3 звезды Медуза не делает ничего. Да, там типы общаются.
О боже, раскройте много. Кого много раскрыть? Кого раскрыть? Когда раскрыть? Так, есть Эмпреска, есть Темпларка. Убийцы должны нарисоваться, потому что Темпларка есть. Если Темпларку заберут, это будет грозное оружие, которое будет испепелять. Аптечка есть, яйца есть, двойные мобы есть, откат времени есть. Ну тут много всего есть. Если кому-то фортанет, я думаю, убийцы в этот раз нарисуются. Темпларка есть. Темпларка должна рвать. Так, вот этот вроде тип что-то хочет с убийцами, меня не хочет. Короче, пока непонятно, последим за Тинкером. Вот это вот. Тинкер, да? Да, Тинкер. Протоколы были? Протоколов не было. Ребят, в конце стрима, в конце турнира я буду писать промокоды. 10 штук. Будет у вас по 10 секунд между промокодами. Как раз нормально. Нужно вернуть предмет, дающий синергию охотника. Не охотникам. И тогда М охотника будет актуален. Или МК. Ну, это ж этот, мантия короля. Но тоже мантия короля не очень имба, потому что ее еще найти надо. А если ты с первого раза не нашел? А если ты все предметы 4-го тира сролил и не нашел мантию? Что делать тогда? Вопрос. Подстричься надо, бо уже, блин, волосы неуправляемые становятся. Хоть ходи в душ, хоть не ходи. Но, баф людей. Хорош. Вот это я люблю. Что за промокоды, не шарю. Промокоды на пончики, ребят. Очищающая сфера еще контрит мантию короля. Да, кстати, очищающая сфера будет контрить мантию короля. Поэтому ты потратил все для того, чтобы найти мантию короля, а по итогу тебя чел очищающей сферы законтрил. Ну хорошего типа стол. Он полностью сейчас окупит все свои затраты, даже если он что-то потратил. А ну, сейчас гляну, может они где-то писали турнирную сетку. А, вот, уже вы это написали турнирную сетку. Так. Чё? Так, есть 3 фаворита. Вот этот вот с буковкой Т, вот этот вот типочек, у него 27 очков. У какого-то Нене, я такого здесь не вижу, Нене. Вы видите Нене? Я не вижу Нене. Какой-то Нене. А что за Нене, я не вижу. Как их юзать? Сори за глупые вопросы. Я объясню в конце, я один раз покажу. Ну, надо будет зайти в настройки. И вот тут будет прочее. А там будут промокоды. Слишком имбовый предмет для 3-го тира. Ты за очищающую сферу? Короче, какой-то Нене, я не знаю, у него 21 очко. Вот этот вот BG, вот этот вот BG, у него 22 очка. И иероглиф, вот этот вот иероглиф, у него тоже 21 очко. То есть, если сейчас вот эта вот буковка Т выигрывает хорошо, и никто его не перебьет, там надо, короче... Еще одна катка, скорее всего, будет. Если типочек, какой-то из них набьет одинаковое количество очков. То есть это, скорее всего, будет сейчас последняя игра. Если вот этот вот буковка Т займет хотя бы хоть какое-то место, он выигрывает. То есть ему надо не меньше 30 очков получить. Есть, ну, 3 очка, короче, ему надо получить. То есть это, по сути, ему надо хотя бы в топ-4 зайти. Если он в топ-4 и в топ-5 заходит, он получает 30 очков, он выигрывает турнир. Вот этот вот типочек, где он? Вот этот вот типочек. Если он заработает хотя бы топ-4, топ-5 места. Он получит 3 очка, у него будет 30 очков, его никто не догонит, даже если кто-то будет занимать первое место. Но какой-то есть еще Нене, но я не понимаю, вот тут нет. Он так и написан. Нене. Наверное, это вот этот? Да, походу это вот этот вот типочек. Потому что его в списке нету ни в одном, ни во втором. Короче, кому интересно, откройте сейчас Telegram. Я скину скриншот.
Скинул в телегу, кому интересно. Это будет последняя игра. Если, конечно, сейчас вот эта буковка Т не вылетит в топ-8. Звери собираются. О, сейчас винстрик отдаст. Да, все, Тинкер забирает винстрик. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Спасибо за винстрик, дорогой. 为您预报，季雨云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 У него хороший тут стол, очень хороший. Столько денег сэкономил, уже 6-й взял. Боже, этот перевод авточес это нечто. О боже, раскройте много. М похож на топ-1К. Посмотри на песню. Я выгляжу как топ-1К. О боже. Ну так в игре ж его Екьен. Почему его в таблице написали как Нена? Arrow thief, you fall under my spell. Ладно. Не будем об этом задумываться как-то. Короче, это вот этот вот Екьен. Что тебе тут выпало? 40 монет есть. Двойные мобы. Выбираем. Но я думаю, сумку он возьмет. Мне кажется, он будет... Да, он опять через 9 магов будет играть. 9 магов собирает. Сумку возьмет 100%. Ну тут уже выбор есть посерьезнее, посолиднее. Таинственный фруксю ему с рандома выпал. Тут реликвия яиц, кунка уже есть. А что, никто убийц не раскроет или как? Так, аптечка есть. Рыцари собираются. Марси в 2 звезды уже на связи. Чел на 5 уровне нашел ее. Хорош, хорош. Битва лустриков. Что, мясанул? Ладно. I've heard that there's a place where witchers are blind. Кого ты закинул Мамору? Эгида, понятно. Да, сумку взял. Ну, это очевидно было. 9 магов будет раскрывать. Но тут уже есть Марси. Предметы хороши у Марси. Еще и антимаг сверху нарисовался. Бенс. Кабанчика украл. 为您预报，季雨云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 Где это ты? Вот она. Tastes like chicken. Что же ты собираешь? Непонятно. Яйцо пришло, котел у него есть. А что собирать будешь? Тоже Марси? I'm an Easter egg. You found me. Кстати, баночки ему неплохо хп восстановили. Но чел прям упрямый. Прям хочет 9 магов реализовать. Походу это будет еще снова с бабкой прикол.
Интересно. Demon was born free, and he is everywhere in chains. 9 магов. Здорово. Но я думаю, в уровень он идти не будет. Он пока не соберет себе разора, он в уровень не пойдет. Хотя мог бы пойти в уровень чуток. Ну, полуорки это база. Ого. А ладно, не уго. Мне что-то показалось, что у него 2 эгиды. Ну, уже 2 эгиды. I heard И Марси собирает. А зачем ты Марси покупаешь? I must find it and learn Я что-то этого не понимаю. Зачем он Марси покупает? Это скорее всего будут звери, а не эгида. Хотя он ролит. Ну ладно. Угу. Хочет обезьяну попробовать найти. Через перекрафт. Now I'm one of its own. Folks around here keep whining at that killing sprees. Ладно, что там чел с аптечкой вообще собирает? Бо и Зай где-то. 云在接下来48小时内会笼罩胜利者。 Они с магом Марси руинят эльфу. Они с магом Манси руинят эльфу. Но если чел соберет все Марси в 3 звезды, ты, блин, найдет парочку всего и хрен на том... Ну, они его никак не поруинят жестко. Мне кажется, больше воин будет руинить, нежели маг. Killing spree. О. Не фартануло на посох 3-го тира. Но ничего. О! Инсеки. Да не, у него хп мало. Хотя не, у него 9 банок есть. Ладно, в принципе, можно. Nothing is true. Everything is something. Гритер собрался, кстати. Дольше искать будет. Ну, в принципе, да. Time to go green. Friendship is magic. Your last words. Be free as the wind, my friend. Ему чуть-чуть не хватает. Марси, он собрал ее в 3 звезды. Не, не собрал. Собрал. Repel bugs and protect. А, не собрал. Одного яйца не хватает. Купи Марси. Алло! 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 О! Я думал, он ее не купит, если честно. When they truly bloom, every other flower will simply wither Friendship and is fade. magic. Трентуха. Nature is the best. Трентуха в 3 звезды, хорошо. Grasses Лишних друидов можно продать. are all my good friends. Пакт мертвецов, понял. Хороший предмет ему упал. А-а-а. Он хочет Траксу достать.
Что за мужчина с ящиком азарта ищет? Ща. Но он хочет обезьяну найти. Но с обезьяной у него как-то не срослось. Ящик уже закончился. Он делает антимага. Сомнительно, но окей. Хускар в 3 звезды. Но его маг, кстати, отлупил. Отлупил, потому что у него есть еще очищающая сфера. А что ты тут вообще собрал? A little mermaid that turns into bubbles. Гидоплорки. Я думаю, он очень рад. Beauty destined to shatter nations. Perhaps, Двойные мобы. but I simply wish to be the wildfire that sweeps across this land. The I've heard that there's a place where last witches are blind. even if it means Тупо burning яйцо не innocent упало одно. А что ты тут делаешь? What's that behind you? Be free as the wind, my friend. The blade. Угу. Beautiful as a night rose. У тебя много трендов, дорогой. I've heard that there's a place where witches А, are ты не хочешь через друидов его делать, ты так хочешь его сделать, окей. Яйцо. Продавай обезьян. Оу май! Оу май! Не злорадство, не пошла Траксау, типа. Не, я его прекрасно понимаю. Я всю его боль понимаю от А до Я. Так что я ни в коем случае не злорадствую, потому что я... Ага. Помянем. Я ни в коем случае не злорадствую по поводу того, что он нашел себе пуджа, потому что я сам 2 дня страдал и пытался найти гребаную банши. Мне падала такая дичь, что ну его в сраку, этот пакт мертвецов, если честно. Если бы можно было там, знаешь, не знаю, уменьшить себе шансы, выбрать конкретную фигуру из мертвецов, которую ты хочешь, я бы это делал. They just the cutest. Простое удивление. Пуджимба. Я видел. Слоника, Никс. Так это не единожды было, что мне Никс падал. Не единожды. У меня в одной игре было 2 Никса в 3 звезды и 2 Лича гребаных в 3 звезды. Банши ни одной. Кстати, чел, у тебя есть Омник, есть яйцо. Но как бы, если их состыковать вместе, получится Омник в 2 звезды. Он полезный. Не хочешь? Кстати, на инсеках не играю. Вот смотреть за ними интересно. Неинтересно ни грамма за ними смотреть. Что это? Это сборка, в которую, ну, блин. Ладно, не буду говорить. Надо было инсеков делать. Да, вот типочек играет на инсеках. Против магов как раз. Оптай духу в 2 звезды. Здорово. Бэс. Сочувствую магу, сочувствую. А прикинь, можно было бы, если нежить тоже было бы перевоплощать. О, это было бы прикольно. Я бы нежить перевоплотил бы в раз 50. Потому что 50 раз бы мне пришло не то. Ну, или хотя бы перековывать еще раз можно было бы мертвеца в мертвеца. А так это трындец. Согласен. Полностью согласен. О, состыковал. Понял, что омник ему нужен. И берет 10-й, выходя из полностью... А что ты... А зачем? А что ты хочешь? Он через Мартретку будет играть, а не через Марси, окей. Тут антимаг.
Ну, тут инсеки, обрыгальники. Тут Марси с перчаткой. Что у нас тут? Тут звери, да? Темпларка в 2 звезды. Обалдеть, я ее не увидел, прикиньте. Ну, это сильно, это сильно. Это очень сильно. И жетон, кстати, есть как раз против эльфов. Хорош. И против убийц. Ну, это реально хорошо ему сейчас пришло. Так, уже -1, окей. Так, еще раз пройдемся. Тут. Ага. Интересно. Но темпларка, скорее всего, заберет его. Потому что у темпларки есть щит. Чего? Арбузы у него вместо яиц? Шесть воинов с призмой. О, хорош. Ему сочувствую. Мартретка вынесет Марси 1 на 1. В зависимости от предметов. Но вообще Марси сильнее будет, чем Мартретка. К сожалению. А сильнее она будет чисто из-за дебафа. Дебафа на скорость атаки. Плюс Мартретке надо много предметов. В отличие от Марси. Блин, ты, ну поживи чуть-чуть. Ну тебе надо вытащить хотя бы в топ-5. И тебя никто не переплюнет. Живи, дорогой, живи. Держи аптечку, живи. Хороший инсек. Я бы на самом деле вместо минера бы поставил лучше вот этого типочка, но у него есть орк-жрец, который может минеров 2 звезды засумонить, поэтому в принципе норм. Марси в 3 звезды, кстати. Как собрал, не понял. А, у него же была Марси там немножко. Хорош. Ой, хорошо. Как же хроногриты разрешала только что. Что тебе там упало? Дай посмотреть. Дай посмотреть. Да хватит собираться там. Не соберешься, дай посмотреть. Пояс хорош. Сфера хорош. Но... ему бы шар бездны, потому что от магии он не защищен вообще. От хил упал. Который ему не нужен. Я думаю, шар бездны будет искать. Вау. Маску взял. А, он перчатку перековал. Ну, в принципе, да, норм. Нормально. Ему, конечно, кираса нужна. Но и минус в том, что он от магов не защищен. Тут антимаг. Хорош. Инсект с перерождением. Это сильно. Это очень сильно. 2 жреца у него. Но тут хотя бы на этом турнире инсектоиды появляются. Тут один плюс. Хоть в этом. Мьёльнир. О, это жестко. Блин, хрень заспавнил. Ой-ой-ой. Не, Мартретка сейчас это зафармит все. Ой, Мартретка, темпларка. Да. Темпларка только любит это фармить. Блин, ну гребаный паук спавнится. Ну там же был Варлок. Минер был. А, Минера нет. Ну Варлок был же. Или кто там стоит у него? Он же вылетает из списка инсектоидов после перерождения. Да. Просто он может засумонить фигуру легендарную. Ну, типа Варлок сдох, он может переродиться и сумануть. То есть тут такой вот плюс есть. А вот этот уже перерожден. То есть смотри, он-то вылетит из списка.
То есть его невозможно будет присуммонить. Но есть один огромный плюс. Это то, что он переродится. Он может засуммонить того же самого Варлока. И если Варлок живой, ну, один из них, да, допустим, либо оба живы, он присуммонит одного Варлока в 2 звезды, ну ладно, сдох, короче, и один Варлок остался, то вот этот Варлок, который в 1 звезду, будет отталкиваться от уже 2-звездочной фигуры. То есть тут такая механика на инсеках. Ну, у типа осталось 15 хп. На самом деле, если сейчас вот этот Якен вылетит и вот этот инсек вылетит... Какого хрена ты суманул паучиху? А, вот, минер есть, все. Отмена, все в порядке, все нормально. Все в порядке, все в порядке. Бэмс. Давай еще раз, минерчика. Закрепить. Хорош, хорош. Минку. Ай-яй-яй. Зарешала. 20% зарешала. Вот этот чел, если сейчас вылетит и кто-то займет из нижнего списка хотя бы 8 монет, ему будет обидно. Ему надо хотя бы вылететь вот тут. Ну, вот тут. Он 3 очка получит тогда. Если он вылетит вот тут, то он 3 очка получит. Это будет хорошо. Но что-то мне берет сомнение, что он вылетит там. Чисто чел на 9 мага. Это Талова дерется. Сильный. 4 бога, 4 горна, немножко полуорков. Антимаг ничего не сделает Хусику, к сожалению. Хотя могут иллюзии что-то ему сделать. Хотя нет, иллюзии будет уроном минимум. А, ладно. Все-таки сделали. Толпой загасили. Толпой гасит даже льва. Но у него уникальный билд. Он керит Хускара, хотя он играет через эльфов. Это вообще... Это next level. 42 тысячи урона от антимага. Угу. Из-за молний. Угу. Ладно. Ох, тяжело игра у инсека идет, тяжело. Но у него дубликатов мало, из-за этого все так плохо. И камня Киры нету. Темпларка хороша тут. Мой друг по имени Дат, твой фанат. Поняли? Давай, Марси, живи, я в тебя верю. Живи! Хорош. Нет, не хорош. Все плохо. Ой, все плохо. Все, маны нету. Все, живи. Давай. Я просто хочу, чтобы он занял уже топ-8. Точнее, топ-5. Живи. Давай. Гаси. Гребаный антимаг. Какая же это битва. Шаробезна нет. Ой, шаробезна. Посоха 3-го тира нет. Урона нет. Мне кажется, темпларка здесь будет выигрывать. Хотя темпларка уже 3 раза откисла каким-то образом. Но ему кирасы не хватает. Из-за того, что нету кирасы, у него урона очень мало. О.
Я думаю, парень с Хускаром хотел апнуть Марси в 3 звезды и уйти в Гриттера. Может быть. У него 80 монет просто, почему он там ни уровень себе не апает сейчас. Есть отмотка времени, интересно, что ему упало. Отмотка времени! Имба! Миллиард предметов сейчас у него будет. Доживет до 35-го, это просто имба. У него очень много предметов. Что тут у нас с инсеком? Импреска в 2 звезды есть. Дизраптор есть. Камень Киры. А у него одна паучиха всего. А, 2 паучихи у него есть. Камень Киры, хорош. Так, теперь в кого ты закинешь? Так, камень Киры ты закинул. Хорошо, паучиху ты хаваешь. В кого ты, мать насекомое, закинул? Варлока. Ну, сомнительное решение, но в принципе пойдет. Ему надо больше паучих. Ему надо еще одна паучиха. Не, был бы здесь инвокер, он, конечно, бы мага прям аннигилировал. Но инвокера нет, тяжело. Без инвокера это, конечно, не то пальто. Он может поставить вместо другой легендарки. Блин, из легендарок, конечно, выбор... Темпларку можно. Но темпларка тоже такой себе. Ему нужен урон. Как по мне, ему надо минера ставить. Ему надо ставить минера. У него просто слабо, понимаешь? Если бы здесь был инвокер, инвокер бы тут разорвал бы все и вся. Но ему бы минера, конечно, ставить. Мне кажется, минер попрофитнее, чем варлок. Что варлок сделает? Он присуммонит големов, которые 10 секунд живут. Ну, 150 урона нанесет, ну, станчик будет. А что дальше големами этими делать? Это чисто я. Отвечаю. О, да. Сильно. Да. Я думаю, он не хотел вторую маску. Я более чем уверен. Варлок в двушечку. Хорошо. Дизрыч. И у него еще Дизрыч второй не апается вообще. Прикиньте. Пока соберешь то, что нужно, кто-нибудь другой тебе раньше вынесет. Ну, это ж все зависит от удачи. Ему на самом деле паучихи нужны, потому что у него всего лишь одна легендарка появляется. Ему надо найти еще одну паучиху, убрать жреца. И, наверное, все-таки дизрапторов ставить, потому что, мне кажется, дизрапторы намного мощнее будут. По 200 урона, 3 дизраптора, огромная туча, 8 секунд КД. То есть 2 раза могут закастить. Дима топит за инсеков? Я сплю? Какой Дима? Димочка пропал куда-то. О. Не, ну тут реально дизраптора надо ему ставить, несколько штук. Но не против антимага 3 звезд. Да, антимаг это, конечно, проблема. Слишком лейтовая сборка. А сейчас в мете сборки на среднюю стадию. Очень темповая мета. Но все зависит от реликвии, понимаешь? У него была аптечка у него вообще? У него аптечки не было. Типа, лутнул бы аптечку, выпали бы предметы, легендарочку подобрал бы, было бы хорошо. А так, это слабо. Ты вылетел. Ёб твою медь. Это плохо. Походу еще одна игра будет, да? Получается, чел с китайским ником вот этот 21 очко имеет, да?
А, не, у него не 21 очко. Вот это чел с 21 очко. Если он займет топ-1, то его переплюнут. Но он 2 очка заработал, то есть у него 29 очков. То есть если этот тип занимает первое место, он получает 8 очков, значит будет еще одна игра. Один сек. Вон вынес. А, он. Оу, печально тут. Дум в темпларку прилетел. Печально. У мага посоха 3-го тира нет, его он выносит. Жесть. Марси хороша. Так. Двойные мобы. Вот этот вот тип. Сейчас он на Марсе может всех выкинуть, кстати. Есть такой шанс. Все, Диздрич в 2 звезды есть. Ему паучиху надо срочно. Убрать лишние фигуры, тупо играть на паучихе. А ты что, хотел уже вырубить стрим? Коммент еще. Там у меня время. Уже 5 часов вечера, мне на день рождения надо идти. Я такими темпами к 6 вечера закончу. Короче, как сейчас инсеку нужно поступить? Ему нужно найти паучиху, поменять героя, и нормально. Нос чешется, Дэра будет веселым, значит. Ну, надеюсь. Не, 100% будет весело. У тебя очень большой ник на Твиче. I only watch. Короче, спасибо тебе за подписку. I only watch. БКБ есть. Ну, кстати, антимага сейчас он может законтрить, если чел не поставит себе гритеров. Предметы хороши, но посоха 3-го тира нету. Урона будет поменьше, но хороший антимаг. Но дизраптор его может законтрить. Воу, 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 воу. Вот это пипец. Вот это не законтришь. Вот это. Это слишком больно. Если еще и Омника найдет 2 звезды, забей. Даже с божьей помощью не поможет. Кстати, опа. Антимаг присосался, окей. Но не взрывает пока что, потому что драконий рог работает. Все, пипец ему. Бэмс. Имба. Ну, не имба, не имба. Не-не-не, смотри. Бэмс. Бэмс. А, ничего. Ничего себе. Прикол. Он на 7-м уровне нашел антимага. Жесть. Прикиньте, антимага на 7-м уровне собрать. Шанс 10% на фиолеточку. Ага. У него даже мамора не было. У него только реликвии яиц были. Да. Хорош парень. Фартовый. Не, ну только Марсе хрен законтришь. Тут Эгида наконец-то посох нашел, чел. Я думаю, он там рад безмежно. Блин, ну тут очень слабо у него. Посоха 3-го тира нету, урона нету. Как он собирается их выносить, непонятно. Так, 2 паучихи он нашел, хорошо. Ага. Мать насекомая не в дизрапторе. Это плохо. 3 этих варлока. О! Что? Что? А чем он его так сбрил?
Yi-ху-ху-ху. Марси с рапирой. Ну, тут сало огромеднейшее, так что... Ну, один голем успел раскатиться, все, забей. Дизраптор не имба. Не-не. Пережил. Хорошо. Камень Кира на паучихе, и они в варлоки превратились в 3 звезды. Это типа мне ты констатируешь факт или что? Дело не в том, что перевоплотились, я не из этого удивляюсь. Я удивляюсь, как они так сбрили антимага за секунду. У меня сегодня в игре человек собрал 2 антимагов в 2. Без реликвий. На яйцах и маморы. И блока раз. На 7 уровне к 25 раунду. Только сумка была. Не, 2 антимагов это ладно, но там чел на 7 собрал его в 3 звезды себе. Опа, 3 дизраптора. Добрый вечер. Чтобы инсеку сейчас нормально выиграть, ему вообще надо поставить... А, все, он отлетел. Не, такую Марси ты хрен остановишь. Ты что, посмотри на эту Марси заряженную. Забей. Маг можешь ему что-то сделать, но тоже тут есть наследие духа огня и 800 урона с руки. Бэмс. Блин, почему маг не искал себе посох 3-го тира? Я не понимаю. Ну, допустим. У Темпларки есть шансы забрать эту Марси. Но до того момента, пока он не найдет себе бессмертие. На самом деле у него классно получилось. У него раз двойные мобы были, потом второй раз двойные мобы были, кучу всего он полутал. Ему надо найти сейчас тупо Омника в 2 звезды и кайфовать. Минус 42. Големы. Помнишь, я скидывал такой скрин? 60 плюс пробивал. Так мне просто интересно, откуда такой урон был. Там просто антимага сбрила. Я думаю, ему вместо шара бездны надо будет найти бессмертие. Привет, последней неделе мне жутко не везет. Чтобы ты понимал, у меня выпала панда на 2-м раунде с клевером. И до 20-го раунда мне ни одна панда не упала. Что посоветуешь? Привет. Мой совет. Удали игру, перейди в другую. И спасибо за подписочку на Твиче, спасибо большое. Не, а что я посоветую? Это игра рандом. Тут нечего даже посоветовать. Либо идет, либо не идет. Остальное это 50% понимания твоей игры, все. Как ты чувствуешь ситуацию, как ты чувствуешь то сё. Игра очень рандомная. Скилл почти не решает в этой игре. То есть 50% это решает понимание твоей игры, все. Почти, кстати... Темпларков 3 звезды. Реликвия яиц, это темпларк. Это темпларков 3 звезды. Давай сюда. Давай, 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 находи темпларочку. Давай. Да какая обезьяна? Убери эту обезьяну. У нее нет смысла. Ну там гритер огромнейший. Ну какая обезьяна? Ему надо убийц ставить. Хотя там Марси уже, по-моему, очень огромная. Да, там Марси огромная. Полупакованная Марси. Смотрите, какая Марси. Там все 3-звездочные големы. Одним моментом скинулись. Ну. Ха, чисто чел Некра нашел. На сдачу. Не, очень упакованная Марси. Ему сейчас для полного комплекта не хватает тупо собрать омников в 2 звезды. Это машина. Ух ты! Хорош, 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 хорош. Красава.
5000 хп. Ребята, 5000. Чтобы Марси такое пробивать, ей нужно нанести 9 ударов. КД 6 секунд. Вот это интересная игра. Омник 2 звезды еще есть. Бэмс, бэмс. Шмотки слабоваты только. Ну да, но... Но я думаю, это не помеха будет. Ого. А, ему ж синергию гритеров вырубили, поэтому так больно. Но это плевать вообще. Да. Ты шо. Битва Марси vs Темпларка. Ну, Марси вообще должна победить. Хотя не факт. 6 ударов, это много. Чес-пис? What is chess-piece? Теперь ему Кира шмот и съест друида. Фигура 3-го тира уничтожает 3-звездочную Марси. В Темпларку. Но по предметам, видите? По предметам может Темпларка проиграть. Да, Темпларка проигрывает по предметам. У Темпларки плохие предметы. Или нет? Или да? Да. Но у Марси рапира. Не, я понял, что он про внешки говорит, но я ж тут не играю. Я имею в виду игрока тот, что на фиолетовом. На фиолетовом? This? Or no? Темпларке чистый урон бы. Ему бы убийц поставить. У него урона не хватает. Но есть Кираса уже. Как же она разваливает просто. Да, ему надо чистый урон. Чистый урон может помочь. Но Темпларка, точнее Марси уже откисла. Нет, живут. Обмен любезностями. Хорошо. Щит. Ему надо убийц поставить и перчатку 5-го тира найти. Тогда он сможет его пробивать. Вот это убрать. Вот это вот все то, что у него тут дизрапторы. Вот это вот все. Это убрать и поставить себе просто убийц. Прям вижу под синами 2 удара. Я тоже думаю, что 2 удара и в могилу отлетает. Либо же найти камень Кира и просто похавать лишних друидов. Ему контроль здесь не нужен. О. Вот это хорошо, то, что он Омника нашел. Ну, я не знаю, зачем ему урок в Дизрапторе. Ну, урон, наверное, наносить. Ну, тут есть еще один драконий рог. Цепочка. Я думаю, он МКБ хотел найти. Ну какой ты дурак!
что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ну, бля. Странно, что против гридров не собирают паучих. Заодно инсеку не дать раскачаться. Не, ну может Марси не пробьет. На самом деле здесь омник плотный. Не, ну может сейчас и вынести. Может ему хп не хватало. Давайте посмотрим. Может нормально будет. Может он рассчитывает на то, что здесь звери ему помогут. Тут просто омник у него, по сути, с ультой 3 звезд. Да, походу маски хватит. Он сам по себе плотный из-за того, что у него, во-первых, и броня есть. Да, он его выиграл, прикиньте. Хорош. Пережил. Просто пережил. Или нет? Не, он тупо Марси сейчас переживать будет. Хай, Марк, хай. Еп. It's too close. Не, ну походу, ну, блин, наверное, он брал логику его не дамагом задушить, а чисто переживать его, что ли. Только так я это вижу, но, блин, это все-таки темпларка 3 звезд. Тут еще прикол в том, что у него есть омник с вечным щитом, по сути. Омник очень много делает. Ля, они его задушили. Хорош! Добавшие звери работает на гритере? Да. Все, рапирочка в копилочку. Фу ты. Он его просто пережил. Хорош. Хорош. Теперь чилу на гритерах надо было раньше думать об этом, но как вы думаете, что бы ему могло помочь? Вот что бы ему могло помочь против такой темпларки? Сейчас ему уже только крест поможет. Он провтыкал рапиру. На самом деле ему надо было ставить Дума. Дум бы порешал все вопросы. Но это было красиво, просто пережил. Но, блин, я думаю, с перчаткой чистого урона он его давным-давно бы снес. Кунфу отбивает же щит темпларки. Кунфу, кстати. Кунфу отлично работает. Но чел на темпларке просто его задушил, ну, в долгую. Просто в долгую задушил. И все. Уверен, была бы у него перчатка 5-го тира, он бы ее быстрее задушил бы, эту Марси. И если бы убийц поставил, то забей. А он гритеров поставил. Все, битва гритеров, здорово. Там дебафы не работают, тут дебафы не работают. Как там говорится, битва мочи и кала, по-моему, да? Хорошая темпларочка. Просто в долгую пережил за счет маски и щит 5-го тира справился.
Там доспех на темпларке, так а толку? Он 2 раза будет. Там доспех откатывается сколько? 15 секунд, там бы 2-3 раза дум бы залетел. Было бы странно, если 5-монетный проиграл бы 3-монетному. Ну там просто темпларка очень заряженная была, поэтому мог проиграть. Если бы Марси не была настолько сильно заряженная, то темпларка бы его быстро вырезала бы. Ну, она просто в долгую выносит. Thief, you fall under my spell. Anyone still not satisfied? Guard, can I join your next game? Марк, сори, я сейчас вот стрим заканчивать буду уже. Сейчас вот турнир закончится, я раздам промокоды и буду заканчивать стрим, потому что мне надо на день рождения идти, я и так задержался на 4 часа. Стан первого тира тоже норм, был бы на Марсе. Да, кстати, стан первого тира тоже отлично бы смотрелся. На самом деле, башер 4-го тира, вообще имба. Но тут щит 5-го тира, поэтому такое. Ему надо было просто раньше чуть-чуть думать и дума находить. Так, кто сдохнет от Рошана? Никто не сдохнет. Баш работает на гритеров? Не, на гритеров нет. Я говорю, до того. Он же на 6 зверях сидел. Follow me. Let's set out on a new voyage. Сейчас чел антимага выкатит и приколит темпларочку. А нет, не выкатит. Хотя посох 3-го тира есть. И дум не работает. Щит 5-го тира. Башер нашел. Чел, он на гритере, какой башер. Очень хороший стол тут. Мне нравится его умник. С аганимом, с наследием. Чисто. Моральное душнило. Не, ну башер 1-го тира засунуть против гритеров, это я считаю next level. Мог бы броню хотя бы 1-го тира закинуть. Ну ладно, это его же придираются, но по факту... Ладно. Все. Антимаг, да, задушил бы. Дум 3-звездочный, обалдеть. Ну, тут маг на самом деле хрен сделал. Ему надо было посох 3-го тира найти. И было бы хорошо. Ну, хорошая игра, хорошая. И вообще прекрасная игра. Ух, ну шо там? Давайте уже, говорите, что заканчивается турнир. Ну, я сейчас пока. Все? Что, все? Знаете, кто победил? Они же до 28 очков играют, я надеюсь, да?
Или доскаки... Бля, еще игра. Японский ты бог. А доскаки хотя бы надо? Я что-то не вижу тут. 30 очков. О боже. Come with me if you want to live. Меня убьют там нахрен, я отвечаю. Скину в Телеграм скриншот, сколько там по очкам. Оставляй стрим и иди на ДР. Я считаю, тебе нужно пропустить день рождения. 呼来茶要一起跳舞吗？ Look, a dwarf. Tastes like chicken. Там буду смотреть, что делать. О, скилл. Я так и не увидел, забузил. А, он не забузил. Или забузил БХ. Блин, не увидел. Ладно. Ну, последнее, что ж. Давайте. А потом быстренько промокоды. И... Не, если будет еще одна катка, я ухожу, ребят. Я дико извиняюсь, но у меня время. Ты шо? Я уже и так опоздал, грубо говоря, на час. Поэтому, ну... Я надеюсь, они сейчас быстренько катнут, и игра закончится. А то они любители растащить на 50 раундов плюс. Вау. Аптечка, хаотичный. Реликвия времени. Блин, отвечаю, у меня игры не настолько долго длятся. У меня бывают, конечно, катки по 50 плюс минут, но это прям то, что потное. Надо турниры проводить в режиме быстрый. Как раз темпларка в пике. Но они ж такие, они не умеют играть на фаст играх почему-то. Они в долгую какую-то играют. Тут, вот смотрите, тут есть аптечка. Ну, есть импресска, я более чем уверен, что можно шаманов тут собрать. Но тут есть еще и драконы. Поэтому тут можно через тайдуху сыграть. Получается, сейчас есть в прайме. Меня бесит этот звук у его этого шахматной доски. Короче, у Тэшки 28 очков. И 27 очков у BG вот этого. То есть, если кто-то из них сейчас занимает больше 30 очков, я так понимаю, если ровное количество не будет, то закончится турик. Но если нет, то я все, я заканчиваю, ребят. Я дико извиняюсь. Но у меня время. Я должен был уже час назад закончить и уже вылететь. Как пуля. Я люблю моих драконов. Эта игра 50 раундов была слишком легкая, да, Марк? Нет, тут очень хорошо есть, но на шаманах они играть не будут, это 100%. Они не любят шаманов почему-то. Хотя игра на шаманах прям прекрасная. Ты просто берешь аптечку, идешь себе в уровень. Я уверен, дизраптор здесь будет. Если не будет, то просто поставь панду, может все-таки реально генерал упадет. Но... Ну, это рандомно, конечно, да. Ты все сольешь на это, но потом ты можешь в инсеков перестроиться, в принципе. Но тут имбовая комбинация есть. Хаотичный договор и откатка времени.
Привет, привет, кошмар. Блин, я думал, это будет, знаете, финал, как в прошлый раз. Сука, там 3 или 4 игры и закончили. Инсеки 4 тайда. Контрится одним гритером. Не, тут инсеки могут нарисоваться, но пока по легендаркам непонятно. Может, если здесь будет берсерк? Хотя бы. Тогда можно. Либо Свен. Свен хорошо будет тоже. Там урона миллиард будет. Каждый по тычке скинется и может нокаут отправить. Чел через пакт мертвецов играет. Скорее всего, хочет драконов здесь сделать. А кто там на магах катал? По-моему, BG вот это ты катал на магах, да? Нет. На самом деле, ну, типа, мне кажется, вот это с новым патчем игра очень быстро будет заканчиваться. Там можно и реликвию яиц взять, и 16 уровень попробовать. Пакт это приятно. Но я думаю, пакт не будет юзать. Они не играют с пактом. Слишком рандомный пакт. Я более чем уверен, что пакт они не будут юзать. Туфкан, я победил. So long as the armor is still here, the knight alive with the blood of devil. Блин, у меня микрофон не шумит, ребят. Не шумит вроде. Просто я смотрю на аудиомикшер, но у меня вроде как шипит. Что? Ладно. 16 уровень. Да, 16 уровень в следующем патче можно будет брать. Я там анонсы патча выкинул в телеграм-канале. Как выйдет полностью патч баланса, я его прокомментирую. Блин, классный ему Абадон падает. Мне падает Виверна, ему Абадон. Знаете, заходишь в рейтинговые игры, только чел видит МПС-ку, ты сразу открываешь вот так вот тап и смотришь, у чувака половина табла, все в шаманах. Тут так не работает. Тут даже если у тебя два легендарных шамана будут открыты, они их почему-то собирать не хотят. Я реально не понимаю, почему. Сейчас, если чел снова заабузит 2 хаотичных договора, это будет очень жестко. 16 левел это фаталити. Ты прикинь инсектоидов на 16 уровне? Это ж вообще очко будет какое-то. Чисто инсектоиды, цветы фуловые. Да ты шо? Как долго будет игра последняя, если твоя игра апнется до 16 уровня? Мне на самом деле больше интересно, как эта механика будет работать. Они же должны 100% будут пересмотреть количество опыта на каждый уровень. Или прикиньте, 16 уровень, 6 шаманов, 5 драконов, немного магов докинуть. Это же вообще жесть будет. Там, в принципе, концепт сборок поменяется. Да, я тоже уверен, что новое обновление большое, оно привнесет нормально так. Мне вот интересно, ему сейчас хаотичный договор упадет. Тут уже есть сколько синергий можно будет собрать. А вот интересно, как они дуо режим поменяют тогда. Так, без людей не сможешь 16 получить. Так, они типа разблокируются, ограничения это. Ля! А ему, короче, откатка времени ему, по-моему, не выпадет еще раз. Хаотичный договор упал, а откат времени ему не упадет. Потому что его на выбор был откат времени. Так, кто-то из вас аптечку взял?
2 аптечки есть в игре. Хорошо, 3 аптечки в игре есть. 4 аптечки в игре есть. Убийцы. Да, надеюсь. Что творят? Не, ну эта игра, скорее всего, быстрее закончится. Так, BG и буковка Т. Т, пожалуйста, не подведи меня в этот раз. Пожалуйста. Сделай красиво, наведи движа. А, у него не аптечка, у него манго. А если рандомно, то есть шанс, что упадет. Ну да. Если рандомно реликвию нажмет, то есть шанс. Но мне кажется, не упадет. О, кстати, да. 6 рыцарей, 6 троллей и 4 морских. Сильно. Можно еще 4 древних поставить. Делаем ставки, дамы и господа. Будет ли это последняя игра? Давайте. Делаем ваши ставки. Будет ли это последняя игра? Это будет не последняя игра. Пишем. Да, если будет последняя. Нет, если будет не последняя. Ребят, накидайте лайков под стрим хотя бы. За старание. Я все-таки пропускаю важное событие. Так, одно да за то, что будет еще игра. Точнее, потому что последняя. I decide who goes to heaven. Шесть троллей, 9 убийц. О, 9 магов, 5 драконов с богами. Но это можно на 12 уровне сделать. 9 магов, 5... А, с богами, по-моему, нельзя. А, можно было раньше, когда был этот, в 4 тире камень богов. Точняк. Сейчас нельзя так. Можно сделать 5 драконов, 6 магов, 4 бога. Или 5 драконов, 6 магов, 6 богов, 6 магов, 5 драконов. А? Ну, кстати, да, драконий рог можно, точно. Авточес будет фановым, когда ты сможешь в игру брать 16 уровень. Там, если не делает новый патч по аналогии с режимом Дракодроуда, то 16 уровень это раунд имеется в виду. Так после 35-го раунда у тебя типа разблокировка уровня имеется в виду есть. То есть после 35-го раунда ты можешь апать свой уровень до 16-го. Так, тут аптечка у чувака. Тут, по сути, сейчас не за кем следить. Еще винстрик провтыкал, чел. Абаддон. Как ты Абаддона достал? Почему мне Виверна падает, ему Абаддон? Где он? Тогда надо будет посмотреть, да. Можно все время, можно Гриттера контрить в лейте. 6 магов, 5 драконов и 9... Что? 6 магов, 5 драконов и 9 магов. Это как? И вижу, не один я уже плыву, да, на стриме? Так, ну Марси дефолтный, окей. Шесть мертвецов, 5 драконов и 9 магов, может быть. Ну, кстати... А хватит ли? Но один маг есть в нежити. 2 мага есть в нежити.
Ну, по идее, в принципе, можно. 基于云在接下来48小时内 Банши поставил. Наблюдателей поставил. Так, у чувака есть панды. Есть шаманы! Ни хрена себе! Да ты угораешь. 100% ты не соберешь шаманов. Я ж тебя знаю. Ты даешь мне надежду, но ты у меня ее забираешь сразу. 100% не будет шаманов. Вроде бы что-то не могу сказать, что это будет у него. Тут рыцари будут. 6 коней, 6 богов, 4 древних. Я, блин, себе губу раскусил. Волнуюсь, волнуюсь. Все выпьют и съедят без меня. Чел, кстати, на тэшечке хорошо манго использует. У него уже 5 манго есть. Но он на войнах, походу, будет, что ли? 16 тинкеров через жезл. What's that behind you? It's me. 16 тинкеров, ё-моё. Так, ну чел Абаддона собрал. И все. Соберет? Ребят, верим, что он соберет шаманов? У меня присутствует такое маленькое сомнение. Но шапка есть у него, мана есть у него. Единственный минус то, что ему не упала аптечка. Но тэшечка в прайме, обузит. Кстати, манго юзнул, я не посмотрел. Ну, манго хорошо ему принесла опыта, судя по всему. Смотрите, сколько у него опыта. Почти 9 уже. Непонятно, конечно, что собирает. Шапка. Может, он тоже хочет собрать себе шаману? А? Тэшка подключил себе прайм. Let's set out on a new voyage. 5 демонов, 5 драконов, 6 троллей со Свеном Керри. О, это тоже сильно. Nothing is true. А ну-ка, сколько тебе манго даст? Something. Один опыт, одно деньги. Один опыт, и одну монетку. И омников 2 звезды с аганимом. 9 воинов, 6 коней, и омников 2 звезды с аганимом. Тоже, говорю. Не, ну там можно будет разгуляться. Самый вопрос в том, как они это видят. Тут, кстати, 5 драконов намечается, вот типочка. Вот тут. Вот тут 5 драконов будет. Еще одна панда пришла. 3 панды есть. Ему генерал нужен. Если, конечно, они сделают то, что тебе на каждый уровень нужно будет 48 опыта, то это, по-моему, какая-то дичь будет. Если шансы падения фигур не поменяют, то это будет вдвойне дичь какая-то. Но есть проблема. Место на доске ограничено. А если еще и призыв будет, то вся доска заполнена. Ну, кстати, да. Ну, посмотрим, что они, конечно, сделают. Звери. Опять с полуорками. Тут воины. Воины-убийцы какие-то. Тут эльфы вроде как. Тут воины. О. Вот это уже интересно. Воины. Кираса найдет, жопу порвет. Тут драконы-маги. Понял. Тут, короче, там просто драконы будут. Оно получится у него сейчас откат времени? Я отошел на час.
Что происходит? Какие 5 драконов и 6 троллей? Смотри. Ща. Ай-ля-ля, не упала. Не упала. Но он магов собирает тоже. МКБ упала. А что он собирает реально? Он магов собирает или он рыцарями будет играть? Ну, тут звери, понятно. Тут вроде... Темпларка есть в игре! Опа! Чиназес. Это убийца. Хорош. Все деньги тратят. Не-не-не, друг, ну это ошибка. У тебя хп было много, надо было просто в уровень идти дальше. Ну ж хп ж много у тебя. Oh, magic conch shell. What do we need to do? Дефолт эльфы. Звери. 6 шаманов через волшебников пошел. Хорошо. Но слабо. Очень слабо. У него они не апнуты. Тут 6 зверей. Эмпреска. Угу. Угу. Но это 5 драконов тут у него будет. У него еще аптечка есть. Смотри. То, что ты отошел на час, следующий патч, после 35-го раунда ты сможешь себе сделать либо увеличенный шанс яиц, либо же, соответственно, разблокируешь 16 уровень. То есть следующий патч прям нормально будет. Как думаешь, будут увеличить количество рядов и столбцов в шахматной доске? Не думаю. Вряд ли. Вряд ли будет. Все зависит от того, как они обыграют вот эту вот тему с 16 уровнем. Если там по 48 опыта надо будет на каждый уровень, то это забей. Им нужно больше места на доске, короче. И им нужно переделать количество опыта, нужное до 10-го. До сих пор идет турик? Да. Они хотят играть с 5 драконами. Но тут 5 драконов, вот они уже есть. 5 драконов, 6 магов. Тут убийца. Если темпларков 2 звезды приходят, а у него уже 2 темпларки есть, ему только предметы нужны. Только темпларочка приходит в 2 звезды. Что ж ты будешь творить? 6 зверей. Помника раскрыл. Тэшечка, я в тебя верю, пожалуйста, давай. Займи уже какое-то место. Ты должен занять первое место. Ты обязан. О, ему не хватает одного шамана. А шамана нету легендарного, прикиньте. Вот это поплава. А панду он убрал. Вот это обида. Но, скорее всего, он сыграет через дубликаты. А не через шаманов-то по итогу. Ну, как и Саня, тебя ждут невероятные челленджи. Да, я уже чувствую это. А если опыт оставят столько же для получения 10, 11, 12, а дальше резко снизят? Или будет как в турбо уровень повышаться за сыгранные раунды? Без понятия. Нету никакой информации сейчас, но если оставить текущее количество опыта между уровнями, то это забей. Много у кого есть темпларка. Тут яиц миллиард у чувака. Ну блин, 2... Ой-ой-ой, сколько у него легендарок, но не тех. А, он через... Ну, в принципе. Блин, ну здесь хорошая катка для убийц, только ему нужна будет перчатка. Если ему перчатка не пойдет, будет печалька. А у него монетка. Да, убийцы разберут все это. Нужна просто темпларка в 2 звезды. Рыжий через везение.
And a blade that cuts to the bone. Инсеки? Что? Серьезно? Неужели реально инсеки? А если за золото можно будет апать? Но все равно 48 опыта, прикинь. На каждый уровень 48 опыта. Блин, я думаю, шаману очень обидно то, что у него нету шамана еще. Ему нужен генерал, которого нет. I'll protect the peace of the Snow Country. Поэтому они и не играют на шаманах. Не, ну просто ж была игра хорошая, там где было сразу 2 открытых шамана. На самом деле он может эту ситуацию переиграть. Просто поставь волшебников, поставь себе сильных фигур сверху, там думов, тайдов и тому подобное. Просто игра на 6 шаманах. Но просто эта игра реально не та. Дефолт на Марсе, 3 звезды, 26 раунд на 9 уровне. Понял тебя. О. А это интересно, но мне кажется, он быстрее вылетит. У него 14 хп осталось. Рапира, Аганим. Но Аганим может взять и закинуть в Тайда. Закинул. Инсектоиды. По итогу инсектоиды это будут. More toxic than venom. А это, походу, будут тоже инсектоиды, тэшки. Every day, every step, every minute, every second. Как морфлинг работает? Как вода? Для него это лучшее решение, согласен. Это самое лучшее решение. You'd better see the empty shell in the museum. I don't care. I am inevitable. Как вам закон подлости? Как вам закон подлости? Хороший закон подлости? Чел уже перестроился в инсектоидов, ему такая: мы не договорили. Темпларка в 2 звезды, здорово. Не, ну в принципе он может сделать темпларку под Кирой. Но у него нету предметов на антиконтроль. А тут есть 5 магов. 5 драконов точнее. Что дает красная банка? Защищает тебя от летального исхода. А, у него хаотичный договор, я-то думаю, чего у него такой огромный винстрик? Мне кажется, вот на зверях надо было брать Аганим. Просто на 5 секунд тайт стан, ну, в могилу отправляет только в путь. 5 секунд стана на секундочку. Так, здесь 4 инсека. У него камень Киры и есть мать насекомая. Только найдет инвокера, и все, это GG будет. Так, убери! Убери! Сожрешь! Ты сожрешь его! Убери! Ну, дай, паучиху хавай, алло, дядя. Ну, кунку сделаешь. Ну, паучиху. Почему он решил убрать синов? Не знаю.
Нет второй Киры. А, ну да, кстати, точно, точно. Спасибо. И у меня уже фляга течет. Так что сори заранее, если я где-то туплю. Да-да-да-да. Написали уже на Твиче, что Саня, ты поплыл. Сложно ему будет. My conquest. Киру пропустил. Venom, Venom. When do I get a movie deal? Кира опять была. Ну чё ж ты спешишь-то так? Блин, он 2 раза Киру скипнул. Тип тоже поплыл. Да ты шо, 5 часов играть? И, ну, я думаю, любой бы поплыл 5 часов. Ты шо? Я не представляю, какой бы я был после 5 часов игры. Я тут уже после 5 часов комментирую, у меня уже фляга свистит. Уже вижу то, чего не могу найти. Ну, вот у буковки Т может очень жестко быть. Он ролит на 8 уровне, ему надо 9 и 10 апать. Ну, чел, походу, не знает, как играть на инсеках. А так, да, минимум 9 нужен, чтобы тупо на инсеках катать. А так у него все есть, все было. Марси под гритерами, но без отхила. Так что инвокер, если появится, он может схавать. Типа. Ой, 3-звездочный чен. 3 3-звездочных чена, он этому не поможет, потому что обезьяна его в палке вечно держала. Все, покеда. -1. Тэшка, живи, хотя бы до топ-3 дотяни, Тэшка. Ну давай там, ну. Молю тебя, давай, живи. Просто живи. Паучиха есть. Еще надо паучиху. Просто живи, родненький, живи. Родненький, газ природненький. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. А тут ДК. Не знаю, зачем они, конечно, ДК не рфанули. У него, смотрите, как, у него есть МКБ, но по итогу у него скорость атаки 1-0. Такой угар. Ой-ой-ой. Да ёп. Just wait until autumn. When I truly bloom, every О, other хорош. flower will simply wither and Хорош. fade. Так, бруда есть. Есть. Open your eyes. Анализ тонкомом или А должен был выйти в финал. Honor of witnessing Не понял. Боже, как ему не везет. Прикиньте, у него есть камень Киры, но у него нет матерь насекомая. Он сролил уже 8 предметов сролил. up to the sky. The sun's rays have come down. Я думаю, ему больно. Don't you want? Я думаю, ему очень больно видеть это. Марси отхила нет, поэтому Марси можно спокойно тут забирать. А тут обезьяна. Обезьяна в 3 звезды. Нет. Чё? А чё не обезьяна в 3 звезды? Чё темпларка? Мне обычно с 4 или 5 раза падает мать для инсеков. Это база. Ну, у кого какой скилл. Так, Винстрик проиграл. Проиграл он кому? Ну, Гритером проиграл. Ну, да. А, так мало? Минус 10 всего лишь? Perhaps. But I simply wish to be the wildfire that Ну, я надеюсь, что он дотянет до 35-го. Да что ты там написываешь? even if it means Анализ разного солдата, мышление, звание, анализ сидения. О!
Кто-то может это перевести? Чтобы было правильно. Что он написал? Анализ сидения. Что там еще? Сильный маг? Дамага нет, но он сильный. Прикинь, как мне общаться с ними в одном клане. Сочувствую. And the very earth trembles. Huh. In these chaotic times, a beauty's grace is a slow-acting poison that corrodes from within. And a blade that cuts to the bone. Кто именно поплыл? Переводчик? Возможно, используется словосочетание или обороты, а переводчик по одному слову переводит. Но я думаю тоже, что этот переводчик тупой просто у них. В эру ИИ они могли бы, ну, какой-то простенький бы ИИ подключить на перевод. Но зачем это делать, правильно? Это ж надо делать. О, да. Но тут гриттер. Самая жесткая проблема против такого тайда — это вот этот вот гриттер, который просто ему сраку будет рвать. Просто. Да, Марси это, конечно, за стабильность, серьезно. Давай, Тэшка, давай, я в тебя верю, родненький. Занимай первое место. Пофиг на инсеках, занимай. Я бы на его месте вообще в 10-й бы пошел, наверное. Хотя, в принципе, он на 9-м сейчас рос. Просто ему места в моменте может не хватить. Я бы камень Кира, наверное, бы закинул бы лучше в импресску. Хотя, какая разница, инсеков все равно нет у него. Че, ребят, на стриме 30 лайков добьем? Опа, опа, Астрал, спасибо тебе за подписочку. Привет, привет. Тэшка выиграл. А, Тэшка, фу ты. Я Тэшка. Недавно скачал игру. Сочувствую тебе, дорогой, сочувствую. Удали обратно. Удали, не бери ее. Все, 10-й взял, хорош. Марси проблема. Пока что Марси проблема. Но она проблема только до того момента, пока у чувака не нашлось мать насекомое. Ну, я пришел с Доты 2. Ну, блин. Ну, как бы да. Блять, он не нашел, прикиньте. У меня уже эмот просто. Посмотрите, сколько он сролил. Я думаю, он там сидит и просто, знаете, как вот этот вот мем, там, где чел потом обливается. Я думаю, он так и сидит. У меня каждая игра такая. Но если чел здесь найдет себе сейчас маску 5-го... Ё-моё, тут еще один инсект на... Инсект на 11 уровне. По идее, тут то же самое, что и тут. Но тут старее версия. Ему сегодня черный кот с пустыми ведрами перешел. Вот да. Нет, все правильно, Астрал. Все правильно. В Доте 2 намного быстрее патчи выходят, они современнее, чем здесь. Не знаю, почему и как они так делают, но это так и есть. Свершилось! Он нашел! Уху! Давай, Тэшка, я в тебя верю. Но тут просто есть ансек еще один. На 11 уровне есть ансек. Инвокеров нашел. О-о-о. Там много сборок можно делать.
Но скоро у нас тоже патч выйдет в этой игре. Тоже будет очень много сборок. Так, а в ком у тебя? Ага, он сейчас импрессик... блядь. Ой, я уже извиняюсь, ребята, если что, сразу за выражение. У меня уже просто эмоции перебивают. Эмоции сами выплевываются. Но сейчас 2 импресски скавает, и я хочу посмотреть. Не должно работать так. Чё? А где инвокеры? Я сейчас не понял. Давайте, инвокер, давай! Инвокер, инвокер, инвокер! Асик. У чувака там тоже этот хреновина была на летальный исход. Короче, я сейчас вот этого момента не понял. Только что, вы все видели тоже, да? Камень Кира хавал 2 импрессок, но не появились инвокеры. А с цветами маленькими почему-то работает. А что тут добавят? Какие меры тут в игре? Не понял, что за какие меры. А что тут добавят? Это добавят то, что будут таланты, можно будет 16 уровень брать и тому подобное. На текущий момент из метов это, ну, исходя из того, что я вижу, это инсеки, и в рандоме это, соответственно, Марси, шаманы, убийцы появляются. Тут на турнире почему-то этого нет. А ну. Ну вот у него 2 хана, смотрите, 7 монет. Он 9 монет должен стоить. Ребята, это работает. Но это баг. Но это баг. Это баг. Отвечаю, ребят, это не должно так работать. Это так не должно работать. Просто, кому не впадлу будет, зайдите на мой канал. У меня есть ролик с предыдущего патча с инсеками. Я тоже закидывал камень Кира в фиолетового антимага, но у меня с антимагов не появлялись другие фигуры легендарные. Я хавал антимагов, и они не появлялись. Ты что, бред? 2 камня есть. О, это битва инсеков чисто. Они вдвоем будут говномесить друг друга. Тэшка, пожалуйста, давай, занимай, я в тебя верю. Ненавижу Марсию, потому что все катают, бесит Марсия. Так оно, блин, ну, конечно ж, нежить убрали из пула, теперь, ну, намного проще Марси собирать. Все, минус еще 1. Хорошо. Молодец. Тайдуха, конечно, тут жесткий. Так, я понял. Большой брат Тэшка. Разберись с ним. Просто у чувака 3 предмета. Темпларку надо выкидывать. Марси должна стоить 4 монеты, а не 3. Вот, да, вот либо Марси сделать 4 монеты, а не 3. Тогда будет тоже хорошо. Ну тут, конечно, тоже гигантский стол. Но чел... Он выиграл. Он выиграл. Он на тайде выиграл. Забейте, все. Он выиграл игру. Марси это та, которая кулак Шаолиня. Ну, за 3 монетки эльф кунг-фу. Ни разу не видел, что тут мимо СФ играли. Была мета. Ну, когда-то была мета, сейчас это не мета. Все, Тайдуха выиграл. Или нет? Зафир был. Блин, ну хотя бы вот этого типа выкиньте. Ей! Вот это тут арава! Но чел должен выиграть эту игру, вот этот. Таурена ТБ.
Не знаю, что это такое. Я из доты не знаю синергии. Тэшка, живи. Просто живи. Как хочешь, но живи, Тэшка. У тебя есть все для того, чтобы жить. Держи аптечку, друг, я тебя поддерживаю. Топ-2 хотя бы тебе надо занять. Пусть стать всех снесет. Тайдуху надо найти посох 3-го тира. И БКБ. Так, ребята, если что, это последняя игра. После этой игры я буду давать промокоды. Активируйте промокоды потом. Заходите в игру, там подготавливайтесь. Желательно с компа. С телефона вряд ли вы успеете. Но попробуйте. Это будет последний. Я следующую не могу стримить. Уже 6 часов вечера, все, мне надо уже валить. Я не ожидал, что 5 часов будут турниры идти. Реликвия яиц. Ну, Тайдуха выиграл игру. Вряд ли что-то помешает Тайдухе. Тут, конечно, есть арчит. Может арчит помешать, но это вряд ли. Сколько инвокеров появится сейчас? Ой-ой-ой. БКБ нашел, все, забейте. GG. Хорош. Еще с Течесом и Аганимом такая сборка сильная. Да, ты берешь Аганим, рефрешер и перчатку 5-го тира, и будешь взрывать всю и вся. Ему бы сюда посох 3-го тира в Тайда. У него бы было по 1200 станчик. Бэмс. Все, ребятки, чилим, 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 чилим. Вечный стан, добрый вечер. Все, минус инсек. Слава богу, хотя бы -1. Кто это? Это, блин, это зеркало. Хорошо. 4 секунды КД, почти. Тэшка выиграл того инсека, хорошо. Сейчас к этому Тайду должен прийти вот этот вот тип. И все, он занимает 2-е место. И кайфуем. Эмпреска это Аркварден, а цветка это Мипа? Да, да, да. Это должен 100% переживать. Плюс у него еще, если шумонетка есть, он свои деньги в ХП переделает. Жаль, Акторину брали из игры. Там еще минус 20% КД было. Да-да-да-да. А куда промик вписывать? В настройки игры прочее. Там есть промокод раздел. Как бы сейчас они там расстановку не делали. Стан на всю доску. Бемс. 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 А как ты... У меня игра зависла. О, развисла игра. Это Тэшка, живи! О! Хорош, хорош. Тэшка красава. Восстановил себе хпшечки, плюс у него еще есть, если что, 2 баночки. Я за него болею, что не в себя. Это правильно делает. Инсейков надо туда. Подальше. Тут тоже монетка. А он уже заюзал монетку. Хорош, Тэшка. Души, души, души. А почему, кстати, Лешего на мид не поставят? Поставил бы в середину Лешего, и все было бы хорошо. Тэшки нужны гритеры. Да, толку от гритеров, он ничего не сделает. Его в любом случае Тай должен запихать по полной программе. У него все под инсеков сделано.
Все, наконец-то это закончилось. А что, Тэшка Тэшка 2 раза активировал, откат времени юзнул. Я думал, призванные существа не контрятся, а почему они не будут контриться? Все. Что там по Д? Ник Д в конце. А его в списке нет. А какой у него ник в списке? Ну, короче, Тэшка должен забрать эту игру. That insane. Unlimited stun. Да-да. Тэшка и БКБшка. Какой обезоружь ты кастанул? Вася. Не! Все, Тайд, держи их, не отпускай. Еще и, кстати, рефрешер же откатывается. Еще и щит 5-го тира он наролил. Последнее. Знаете, да ёп, еще и 45-й раунд. Ну ты чё, издеваешься, игра надо мной. Или у них резист к магии. Они все дебафы себя скидывают, которые перевоплощаются. И шаманы также. Сейчас, если ему посох 3-го тира упадет, он еще быстрее будет их забирать. Ну, кстати, Омника может получится ему собрать в 3 звезды. Ребят, накидайте лайков, плиз, под стрим. Вас много, 40 человек набежало. Давайте, как можно больше лайков. Я уже устал, поэтому давайте, поддержите меня. Ну, это красиво смотрится, но один Тайд решает. Сколько минус брони сейчас будет, интересно. Минус 25 брони, боже, они его сожрали быстрее. Я лайк поставил 2 раза. То есть ты снял лайк, да? Понятно. Если сравнивать с Дотой, МПС типа Аркварден. Маленькая цвет это мипа? Да, кошмар, я ж тебе ответил. Спасибо за реакцию. Давайте еще 5 лайков до 30 дожмем. Мифриловый доспех упал. Хрень. Ну, тут, в принципе, может взять судебный жезл, норм будет. Серьезно? Серьезно. Рики против БКБ. Ему башер 4-го тира надо. Бери башер. Бери башер, тогда ты этой духу законтришь. Башер, башер, друг, ну очнись. Башер, пожалуйста. Башер. Скипай, иди, ищи башер. Ищи башер. Ну быстрее, 15 секунд у тебя. Ну башер найди, у тебя же башер есть открытый. Да ну ёб твою мать, ну не тупи. Башер! 2 башера! А там щит 5-го тира, боже, там точно, там же щит 5-го тира. Хорошо. Что ты сделал? Есть! Давай. Все. Но надежда была. Скоро добавят гарпию еще одну. Что за гарпии? Ну что, поздравляем Тэшечку с 1-м местом. Должен он занять 1-е место. Но в любом случае я уже буду заканчивать в задницу это все. Так, давайте, ребят, у вас есть пару минут зайти в игру. А я отошел пока. О, все. Хорош. Сейчас стоит лайк, я не вижу с телефона.
Но на Твиче ж нету лайков. А так у меня 25 лайков пишет, хотя у вас 40 человек на стриме. Так, ребят, заходите в игру. Даю вам... Сколько там времени? Где время? Короче, у вас меньше минуты сейчас заходить. Давайте. Фух, это было тяжело. Это было очень тяжело. Заходим в игру. Я надеюсь, что все-таки в конце у меня будет побольше лайков, чем 25. Поэтому, ребят, кто может, не стесняемся, ставим лайк. В чат буду писать сюда и на Twitch, если что, одновременно. Да, вам, ребят, тоже спасибо за участие активное. Так, давайте, я, если что, пишу код в чат. Первый код пошел. Второй код пошел. Третий код пошел. Четвертый код пошел. Дякую за трансляцію, топ-контент, було цікаво. Тобі також дякую за те, що був у мене на стрімі. Блин, у меня аж горло хрипеть начало, ребят. Пошел следующий код. Следующий код пошел. Следующий код пошел. Следующий код. Следующий код. Ну и финалочка на сегодня. Все. Все коды у вас есть, правильно же? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 кодов. I shall serve my lord with unwavering devotion, giving all until my final breath. Вкусно покушал. Приятного, приятного. Так, я, ребят, не буду, если что, долго с вами прощаться. Всем... Что это за код? Это надо было в настройке, раздел прочее, вводить, и ты получаешь 50 пончиков.
Это был промокод. Вот. Все, я заканчиваю стрим. Всем огромное спасибо за хороший день. Всем также желаю хорошего вечера. Долго я прощаться не буду, поэтому всем спасибо, всем пока. Я улетел, потому что мне сейчас жопу надерут. Все, всем пока.